у нас никогда не работал молочников. Против того, что нельзя называть. Град. Уберите эту мразь из кадра! Убогие. Какие были времена? Всего лишь из фильма вырезали. Я никогда не буду преподавать математику кусочком фашистского дерьма. Нормальных чуваков всегда меньшинство. У меня тут проблема, у меня болеет тот, кого я люблю. Привет, ребята. Мы в Штатах, Бруклинский мост. Очень красивой ночью, особенно если ехать на велосипеде. Вниз ты набираешь очень большую скорость, там деревянная набережная, которая, так знаешь, делает под колесом так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Крутейшее ощущение. Мы в Штатах, потому что ты здесь жил, и ты здесь собираешься жить с этой осени. Учиться. Учиться, да. Но это не удаленная учеба, ты приедешь. Да. Поэтому мы погуляем по Нью-Йорку, поговорим про русское кино. Петуха дал немного. Сказал, Нью-Йорк. Можешь переговорить, а можешь просто оставить. Поэтому мы погуляем по Нью-Йорку. А на жаргоне называется петуха дал. Петуха дал, да. Это вообще у оперных, когда поется партия, и вдруг срыв идет. Ну, как был трагический Уэлтона Джона недавно. Так вот, мы погуляем по Нью-Йорку, поговорим про русское кино, театр, про твое место учебы, ну и вообще про то, как мы живем в последнее время. Ты находишься в России, ты против войны, но при этом наполняешь Инстаграм контентом, за который формально не может прилететь. Ты поздравляешь с днем рождения оппозиционера Илью Яшина, только что отправленного в тюрьму. Ты в день нового обстрела Киева пишешь: «Еще одна ночь в новостях. Закон о фейках не позволяет писать правду, но не запрещает ее читать. Читайте о Киеве вчера, думайте своей головой». Так спонтанно получилось, что ты этот язык обхода выработал? Или... Зопов. Да, спонтанно, конечно. Вроде как есть вот несколько статей. И я знаю, что их нельзя нарушать. Ты у себя в Инстаграме выкладывал кусочек интервью Дмитрия Крымова, Да. который остался в США. Я так понимаю, война его застала здесь, да, и он решил не возвращаться. Да. Ты выложил кусок, где он рассказывает про то, что к нему на спектакль приходил Патриот Патриотович. Это Дмитрий Певцов. Наш продюсер сказал, он не аплодировал. Мы после этого почуяли неладное. И через несколько дней после этого Певцов выступил на каком-то из заседаний, и у постановок Крымова начались проблемы. У постановки, У одной на конкретной. которой он был, по-моему, да. То есть у Певцова теперь такая роль? Он, такая артиллерия цензуры, которая приходит на спектакль? Или это единичный случай? У нас с Певцовым был частный, частный разговор на репетиции. Дело в том, что я осенью еще в Ленкоме начинал ставить спектакль и проводил кастинг. И зная, что Певцов в труппе, я его позвал. Мне было интересно с ним поговорить, да и, в общем-то, вроде как, вообще интересно, в какой он форме, потому что мы же никто не видели Певцова в последнее время. Наше кино действительно, я считаю, набрало в последние годы и авторское, и платформы. То есть снимать стали больше, и гораздо больше интересного стало появляться. Вот во всем этом новом сегменте, по-моему, Певцов не встречался. Вот. Но когда-то вроде как он был хорошим артистом. Мне было интересно понять вообще, что такое. Я его вызвал почитать. Ну и, конечно, у нас зашел разговор. Вот в этом разговоре он мне говорил про то, что он планирует создать такой цензурный комитет. На что я его спросил, будет ли это цензурировать он современное искусство. Он сказал, да. Я говорю, а вы будете состоять в комиссии? Причем, в общем, можно сказать, что в этом разговоре он, не то чтобы вербовал, но там было что-то мелькнуло такое, что я говорю, а кто будет входить? Он говорит, режиссеры разные, молодые в том числе. Я понял, что, может быть, у меня даже шанс есть засесть. Это же такое счастье приходить на чужие спектакли и говорить, не-не-не, дружок, такого быть не может. Шутка. Так вот, и... Дмитрий стал говорить, что они будут цензурировать современное искусство. Я говорю, а вы будете в комиссии? Он говорит, да.
Я говорю, а как вы будете цензурировать современное искусство, если это не совсем, так сказать, ваш профиль? Он говорит, что вы имеете в виду? Я говорю, ну вот Тостермайер и Тальхаймер — это хорошие немецкие шампуни, на ваш взгляд? Повисла вот такая же странная пауза. Я сказал, это уже лет 30 как самые известные два немецких режиссера, но это не так важно, что вы не знаете, о ком я сейчас говорю, потому что вы же артисты, вам это знать не обязательно. Но все-таки, если вы возглавляете цензурную комиссию, хорошо бы, наверное, ориентироваться. На что Дмитрий ответил, на мой взгляд, гениальной фразой. Он сказал, вы знаете, Александр, то, о чем вы сейчас говорите, можно изучить за одну ночь. А я знаю гораздо более важные вещи, как отличить добро от зла и свет от тьмы. На чем, в общем-то, я понял, что я проиграл. Однажды ты написал одному известному ведущему пропагандисту в личное сообщение Фейсбука, как я понимаю. Да. Уважаемый Антон, с интересом наблюдаю ваше... Ты сейчас скрыл его имя и назвал. Класс. Так. Так я цитирую. Ага. Уважаемый Антон, с интересом наблюдаю ваши акции в прямом эфире, куда меня зовут уже год, но никак не дойду. Скажите, могли бы вы отсосать мне на вашей передаче? Мы с вами разных ориентаций. Я, признаться, никогда не участвовал в подобном, но, думаю, это может быть интересная, хайповая штука, которая поднимет ваши рейтинги. Во всяком случае, прошу обсудить с Маргаритой. Чего ты решил написать это Антону Красовскому? Это был ночной такой приход эмоциональный. В час ночи я сидел в офисе, увидел, как он сжигает документы, визы, паспорта. Именно после этого? По-моему, да. А не после фонтанки? Утопить Да. протестующих в речке? Нет, но это было уже в конце февраля мной написано, да. Это тот момент тоже, так сказать, меня качнул, но тогда я что-то сдержался, а тут нет. В целом, как говорит Кирилл Семенович Юриков и Юрик, это, конечно, глупость с моей стороны вообще обращать внимание на подобных акробатов политических, которые вот так крутят свои пируэты. Вот. Но сейчас вот вернись я в ту точку, я бы это не написал ему. А если бы он ответил, что да, приходите? Блин, Ты бы сделал то, что предлагал? нет, подожди, я предлагал ему это сделать, да? Да, но тебе надо было прийти и Да. как-то там терпеть Но, или не знаю, терпеть. нет, я понимаю, что в какой-то момент мы бы остановились, но, может быть, до какого-то момента я бы довел. Но нет, вряд ли бы я пришел. У нас был такой, прости, я вспомнил просто ассоциативно, извини, переключаю тему сильно, но это много говорит о нашем мастере Хейфице, который учил меня, Петрова, Сашу, Деревянко, Паля и так далее. Значит, у нас репетировалась сказка «Русалочка» Андерсона. Это были самостоятельные режиссерские работы, то есть режиссеры на курсе брали нескольких актеров и репетировали. Они там репетировали сцену «Ведьмы и русалочки», и была как бы импровизация. И настолько нас Хейфиц прокачал тем, что надо идти по правде до конца, в любом материале. Как, даже если это сказка, а в чем как бы выбор русалочки? Она жертвует ногами, вернее, она хочет ноги, которые всегда будут болеть. Ей отрежут плавник, чтобы она увидела своего любимого человека. И вот мы через эту школу Хейфица разбирали детскую сказку. И импровизация у ребят дошла до того, что чувак, который играл ведьму, говорил русалочке, там, что ты готова делать? Давай, ноги или любимый? Давай сейчас я тебе их отпилю. А что ты можешь сделать? Хочешь, отсоси у меня? И они шли до конца, она рыдала, говорила, нет, я не хочу. Ну давай, давай. И эта импровизация детской сказки дошла до того, что он уже снял штаны, она села на колени, и только в самый последний момент режиссер закричал стоп, стоп, стоп. Но это как бы вот к вопросу того, что мы, наша школа, мы идем до конца. Поэтому с Красовским я бы, наверное, не по школе поступил и не пришел бы все равно прекрасно в храм Russia Today. То есть за слова бы не ответил? Не ответил бы за базар. Простите, пацаны. То есть термин у Пелевина «внутренние пацаны». Типа там, ты идешь куда-то, посоветовавшись со своими внутренними пацанами, я решил. Тут я бы сказал, простите, пацаны, конечно, базар я не сдержу, но и на Russia Today не пойду. Пацаны бы меня поняли, я думаю. Мы уже несколько раз рассказывали про VPN-сервис Surfshark, а сейчас решили сделать совместный сериал про необычные границы государств. Наша первая остановка — деревня Санлукар де Гвадиана. Это Испания, а на том берегу уже Португалия. И попасть туда можно на вот этой необычной штуке.
Это первый в мире зиплайн, с помощью которого можно пересечь границу государства. Мы уже делали это на Кавказе, и я поэтому думал, что будет не страшно. Но вот что-то мы поднялись, и тревожненько. Всего 100 метров по воде или пару десятков секунд на зиплайне, и люди все вокруг говорят не по-испански, а по-португальски. И главное, здесь на час меньше. Там было 10, тут 9 утра. Так что как будто прокатились на машине времени. Чтобы также легко преодолевать все границы и искусственные ограничения в интернете, нужен хороший VPN. И сейчас напомню несколько причин, почему в этом телефоне установлен именно Surfshark. Когда он включен, скорость интернета остается быстрой, а связь безопасной. И все заблокированные из-за цензуры сайты и приложения легко открываются. Еще Surfshark очень актуален при подключении к Wi-Fi сетям. VPN шифрует все данные. А специальная функция Clean Web блокирует более миллиона известных вредоносных сайтов и методов фишинга. А еще одна полезная функция Kill Switch защищает при прерывании VPN-подключения. Подписка на Surfshark действует на неограниченное количество устройств, поэтому ею легко делиться с родными и близкими. А если ввести вот этот промокод, сделать это будет еще приятнее. По нему можно получить скидку 83% и 3 месяца в подарок. Переходим по ссылке в описании, скачиваем Surfshark и наслаждаемся свободным интернетом, без границ. Ты же видел видео из то ли ЛНР, то ли ДНР, где певица Зара в больнице вместе с Певцовым поют для тяжело раненого солдата. Одна на всех мы за ценой не постоим. Они поют про огонь смертельный перед тяжело раненым человеком, который, судя по видео, даже не может реагировать на это. Что ты думаешь об этом видео? Ну, я думаю, что хорошо, что Нина Ургант не дожила до этого момента, который исполняет эту песню в фильме «Белорусский вокзал». Ну, тут как бы что очень жутким каким-то фактором является эстетический, или как это правильно сказать, вообще смешение эстетики и сути какой-то Второй мировой войны и вот того, что сейчас происходит. Вообще вот это как бы, скажем так, коллаборация в головах ура-патриотов, это может быть самое чудовищное именно в таком, вот каком-то культурном смысле. Ассоциация, все параллели, которые втюхиваются, это, мне кажется, для меня это оскорбление чувств ветеранов Второй мировой, потому что мои бабушка с дедом, мой дед блокадник, который прожил всю блокаду в Ленинграде, который голодал, который ел воображаемые крошки со стола, категорически не ассоциировал бы свое детство с тем, что сейчас происходит. Он умер. Ты уверен, что не ассоциировал бы? 100%. 100%. Нет, я просто знаю его отношение к Советскому Союзу, к дальнейшему и так далее. Многие из тех, кто застал войну, ассоциируют. Кто-то, а кто-то нет. Но те, кто многие застал, в основном люди с телевизором в доме, как мы знаем. Дед тоже был с телевизором в доме, но он еще имел голову на плечах. Не говорю, что ее нету у всех, кто ассоциирует. Ассоциирует, пожалуйста. Но я говорю, что лично для меня вот это вот слияние — это оскорбление чувств моих бабушки с дедом. Мы пишем это интервью через несколько дней после того, как Прилепин и его друганы по организации «Группа по расследованию антироссийской деятельности» Град. заговорили в том числе о тебе. Ты попал в список агентов иностранного влияния. Как ты отреагировал на эту новость и вообще на то совещание в Госдуме?
Я снимал в этот момент. У нас была прям смена в Тунисе. Очень активная, очень насыщенная. В адскую жару, там под 50 градусов. Ну, даже не знаю, как тебе сказать. Вот мне, наверное, повезло. Я был просто так увлечен работой, что я никак к этому как бы не отнесся. Ну, типа, я понял, что вот, да, случилась такая фигня, но я все время думал, потому что вот завтра у нас смена в пустыне очень сложная, и потом к тебе надо было ехать, поэтому вот так как-то не было каким-то мега событием. Но потом я думал, конечно, разное об этом, о Прилепине в том числе, в общем. Что думал? Я посмотрел это совещание. Мне показалось, что прикольно, что они сидят рядом с шкафом стенкой. То есть у них кабинет с шкафом-стенкой. Ну, шкаф-стена, ну, типичный такой шкаф для кабинетов. Но все это как-то было очень, ну, в общем, убого, как говорил Олег Павлович. Олег Павлович обычно говорил про тех, кто его критиковал, особенно как-то глупо. Он говорил «убогие». Вот это все выглядело именно так. И я удивился, что Прилепин, в моем представлении, он как-то должен быть окружен какими-то вот, ну, какими-то такими вибрирующими личностями. А там явно была какая-то серая масса, вот, и как бы он. Вот это меня насторожило. А сам факт того, что как бы, ну, на меня такое направилось в том числе дуло, ну как, конечно, это напрягает. У меня не было таких ситуаций. Ну и я стал пытаться понять, как, насколько это серьезно. Читая в репортаже. Кроме того, депутат направил запрос директору Большого театра Владимиру Урину, чтобы тот разорвал трудовые отношения с режиссером Молочниковым. И если тот не поддержит, это цитата из текста, специальную военную операцию в Украине. С тобой связывался Урин или кто-то из руководства? Нет. Я, по-моему, там еще предложена экскурсия на Донбасс. Ты не отнимай мою халявную поездку. По-моему, там они предлагают, чтобы меня отправили на экскурсию, в экскурсию на Донбасс. Нет, не связывался Урин. Что произошло? Мы записали с тобой много часов разговора в Нью-Йорке. После этого ты вернулся в Москву. Второй сезон начался. Да. Ты вернулся в Москву. И что-то случилось. Официально все, что ты делал с Большим театром и собирался делать, теперь не то, что на паузе, теперь этого нет и, видимо, не будет. В Большом театре, да. Ну, это официально формулируется, что на паузе, хотя реально думаю, что это пауза длиной в жизнь. Ну, пока что-то не переменится глобально. Как ты на это отреагировал? Ну, смотри, давай обозначим, на что и в какой момент это произошло. У нас были гастроли театра другого, небольшого театра, со спектаклем в Петербург. И играли мы на сцене Александринки. Это такой гигантский императорский золотой театр, на самом деле, примерно как большой, только в Петербурге, вот по форме. Вот, но драматический. И гастроли, честно говоря, шли охрененно. У меня таких, я не помню. Вот у нас были в Китае крутые гастроли, и вот это, наверное, такого же уровня, потому что 1000-ный зал, все просто как-то на ура принималось. Очень совпал спектакль с публикой петербургской, но он и делался, на самом деле, как будто бы про Петербург вот для меня. Все это. В общем, короче, все было офигенно. Между вторым и третьим спектаклем мы играли 3 вечера. Мне позвонили из Большого, собственно, позвонил директор театра и вот сказал такую штуку, что он был в Министерстве культуры, и, в общем, в ходе этого разговора театром было принято решение снять и те 2 спектакля, которые уже идут в Большом, то есть балет «Чайка» и опера «Моя» еще 2019 года, и новую оперу, которую мы только-только сдали макет с художником, и все нам утвердили, все было супер, но вот по понятным причинам это случилось. Но мы с тобой начинали тот разговор с разговора о «Граде». Собственно, судя по тому, что обращение в письме Урина было именно к одному из участников этого «Града», это прямое следствие. И так кратко и, ну, типа, полуэмоционально, то, что это новая опера, которую мы делали, будет закрыта, я, в принципе, плюс-минус понимал, как только «Град» пошел. Вот. То, что старые спектакли снимут, я немножко подофигел, ну, потому что хотя бы один из них получил действительно золотую маску, а второй уже давно очень поставлен на маленькой сцене, и чтобы было от того, что он идет, понятия не имею плохого кому. Вот. Не думаю, что даже был бы скандал вокруг этого. Там было пояснение такое, что это связано с тем, что Министерство культуры завалили письмами. Письмами, значит, каких-то жаждущих справедливости граждан, которые вот писали о таком ужасе, что человек, значит, выступает против того, что нельзя называть, а при этом ставит в Большом театре, и это надо прекратить. Ну, я думаю, что всем понятно, что такого рода письма — это обычно кампания как бы созданная, нагнанная. В любом случае, вот это было причиной, видимо, того, что случилось. Конечно, да, на это я отреагировал, ну, знаешь,
как бы ты готов к этому всему, но в момент, когда это происходит, у меня как раз это было в 6:30, а в 7 начинался спектакль. И все равно разговор очень физиологически прям неприятный. То есть ты как бы понимаешь, что он будет, но когда тебе прям это озвучивают, это не очень круто. И я так что-то себе сказал, типа так. Главное сейчас никому не говорить, потому что у ребят спектакль, им надо все быть на каком-то энергетическом взлете. Всех собрал, говорю, давайте все, как ты сказал, какие-то слова по спектаклю, хотя голова была не со мной в этот момент. Сделали мы вот этот ритуал, который перед спектаклем делается. Знаешь, какой, нет? Как в футболе, видимо? Да. И, наверное, но мы говорим раз, два, три с Богом, несмотря на то, что это не имеет отношения к тому, человек атеист он или нет. Почему-то все, кроме за редчайшим исключением во всех театрах, но это как-то принято, говорят именно раз, два, три с Богом. И действительно в этом есть какой-то, для меня там и для многих важный момент. Главное, что все собираются вместе, видят друг друга, и это тут нет как бы главных ролей, не главных, просто вот есть одна компания, которая должна этот спектакль сыграть. Вот, мы сделали эту штуку, и я пошел, потому что я до этого смотрел оба спектакля, тут что-то понял, что не смогу смотреть, и вставил наушники и прогулялся по Петербургу. Ну ничего, вернулся уже нормальный. Что слушал? Ты не поверишь, я слушал, Юра, мне даже неловко это сказать, я слушал Визбора. Я не знаю почему. Я никогда, вообще очень всегда иронично и, так сказать, с каким-то таким вот свойственным, наверное, нашему поколению презрением относился к бардовской песне. И у меня как-то она до этого оказалась в плейлисте, и вот я включил Визбора, и он прям вот идеально лег. Не знаю почему. Такой вот голос, вот это вот все бренчание, какая-то такая тоска вот русская, значит, советская. Вот, а потом был еще момент, когда уже это стало публичным, и вот была... Через пару дней? Нет, неделю где-то. Ну вот только что, пару дней назад. Это было опубликовано, и там было в письме сказано, что, значит, никогда не состоял в трудовых отношениях с театром. Ну, тут уже как бы я не очень понимал вообще, как к этому отнестись, потому что за меня, в общем, отнеслись к этому многие, там написали, что странно, вот он на сайте у вас указан, и спектакли его... Ну, и деньги ты же официально получал. Ну да. Я думаю, я понимаю, что имелось в виду. Не было трудовой книжки, был Да, договор ГПХ. типа я не в этом самом, да, не в штате театра, а на договоре был. Ну, неважно, человек не погруженный, конечно, для него это выглядит каким-то просто бредом. Ну, вот так уж получилось. Честно говоря, могу еще, добавить, что, конечно, жутко это выглядит просто, когда там всего 6 строчек, в этом письме. И я просто знаю, что Урин — это человек очень большого масштаба. Ну, правда, это человек, который очень круто разбирается в мировом театре музыкальном. Как, может, мало кто разбирается. Человек, который поднял театр Станиславского Юрьевича Данченко, который большим очень круто руководил и очень, на самом деле, создал из большого очень свободную площадку очень разных спектаклей. И, в общем, тут он вполне тягается и там с такими театральными менеджерами, как Табаков. Вот. И вот когда такой человек пишет письмо на имя, которое мы вообще не знаем, что это, кто этот человек, вот это немного ошарашивает. Именно так, по имени-отчеству, уважаемый такой-то, вот у нас никогда не работал Молочников, а кто этот уважаемый, по сути, непонятно совершенно никому. Ну, то есть он вот возник исключительно в связи с этим градом и письмом. То есть Урин, грубо говоря, занимается всю жизнь театром, а этот человек повлиял на театр, вообще будучи в этой зоне, не знаю, месяц, вообще в зоне нашего сознания. Вот. Это занят. Такой какой-то Шариков появился и решился. Бывало за последние годы, когда тебя просили помолчать? Без фамилий, да, могу. Я... С чего начать-то? Короче, я снялся как артист, что редко в последнее время делаю, у своего товарища в картине. Снялся 1 день. И потом, я так понимаю, этот фильм понесли в фонд кино получать доп. Финансирование. И внезапно там сказали, а что это у вас снимается этот артист? Значит, он, говорит не то, что мы бы хотели слышать. И продюсер фильма со мной встретился, рассказал мне, что меня убирают из этого фильма, и сказал, что, вырезают, переснимают с другим актером, и сказал мне, что советует мне, по-дружески, по-человечески вообще заткнуться на некий период, чтобы не было еще проблем в других местах моей работы. Когда это было? Год назад, наверное, да. Год, чуть больше. Ты заткнулся? В мае прошлого лета. То есть когда уже такая финальная волна протестов была? Почему финальная волна протестов? Если ты говоришь о протестах с Навальным, Да. то они были зимой. Да, январь и чуть-чуть весной. Весной чуть-чуть, это было после уже. Да.
Как раз за лето за это не было никакого такого буйства, а мне сказали помолчать до неких выборов осенью. Какие-то были выборы, видимо, В Госдуме. наверное. Ты Да, с них, болью наверное, это делал? Ну, нет, это не было болью, это было так, как бы, знаешь, мерзко. Ну, то есть я вышел после этого разговора, подумал, да, ну и дела. Вот это да, из фильма вырезали. Подумал я тогда. А сейчас думаю, блин, какие были времена, всего лишь из фильма вырезали. Вообще, это вот интересно, как меняется, потому что действительно ведь еще в каком-то 18-м году, значит, в МХТ Чехова, где я работал, был назначен совершенно, на мой там и взгляд моих друзей, несправедливо худрук, левый, как нам казалось. И вот мы жили такой проблемой, что вот назначили Женовача. Мы ходили, каждый день говорили, представляешь, Женовача назначили, как же с этим жить-то, ё-моё, наш вот МХАТ вот помрет. Вот была такая проблема, Женовач. А потом была проблема ковид, а сейчас такая проблема, на фоне которой и ковид кажется не столь страшным. Ты к Курину всегда относился с уважением. А сейчас он пишет про не состоялся в трудовых отношениях. Это прям такая совсем стыдная формулировка. Как на твое отношение к нему это влияет? Слушай, да я не знаю, никак. Мы с ним, могу только сказать, что мы с ним поговорили. Я рад, что эта ситуация не привела к тому, что возникли проблемы у него конкретно. Думаю, что если такой человек будет продолжать руководить реально театром, то ему хоть что-то, может быть, удастся сделать, чтобы еще хоть какое-то время что-то интересное происходило в музыкальном театре, в русской культуре. Если нужно было меня как бы в связи с этим убрать, ну, значит, нужно было убрать. Ну, сам я написал это все. Он тоже мог это увидеть раньше, но не увидел. Но он не пользуется социальными сетями. Он человек не молодой. Ну, он не обязан, в принципе, это читать. Ну, он не увидел. Ну, вот ему сейчас сказали убрать. Ну, такая ситуация сейчас. Ну, что... Нет, мое отношение к нему не изменилось, на самом деле. Правда, я не знаю, почему. Никакого зла. Наверное, уважение большое, просто все равно есть в связи с тем, все-таки, что он глобально сделал для театра. То есть там, когда назначили, скажем, Женовача в МХТ, у меня не было к нему никакого уважения, потому что я понял, что это абсолютно левый для театра человек. А Урин не левый для Большого театра человек. Но вот он попал в такую ситуацию, не мне его судить все-таки. Ну, потому что не мне его судить, и все. Потому что я знаю, что если не он, то на его место придут люди, с которыми уж вообще никакого просвета не будет. Пусть хоть он останется работать. Ты привел нас в Колумбийский университет. Да. Почему? Потому что я сюда поступил. Ну, потому что меня взяли сюда, в общем, да. В октябре еще были поданы документы. В октябре 21-го. Да. У меня было много практики за последние 8 лет. Практики режиссуры. И никогда не было обучения, никогда не было образования. Все равно все это была такая хлестаковщина, да? И какой-то комплекс самозванца, он набухал просто от проекта к проекту. Тем не менее, вот как-то я привык шпарить, из одного проекта переходить в другой. Но к какому-то возрасту, там, типа 27, то есть это не спонтанно, года 3-4 назад, мне прям остро захотелось получить именно киноремесленное такое образование, потому что кино, наверное, все-таки в отличие от театра, это, ну, совсем ремесленная профессия, она требует просто тупо знаний технических каких-то, в большом количестве того, как снимать, на что снимать. Это я сейчас даже не говорю о современных методах съемки, а просто о базовых. Истории кино. Я смотрел там много, да, но оно у меня совершенно не системно все в голове. Вот, и часто на площадке ощущалось какое-то профанство полное. Вот мы снимали пилот с Владом Апельянцем, и я просто ужасно себя чувствовал, потому что я понимал, что я вишу у него на плече и во всем уточняю, а мы так это смонтируется, а так, если мы с ним, а что, а тут по 8 мы сойдемся там и так далее. Еще год назад я хотел, что-то не успел, оказалось, что там за полгода нужно подавать, то есть нужно до декабря подать, чтобы учиться в сентябре. Просрав тот год, подал в октябре. Ну, знаешь, вот так параллельно, типа, с чем-то, быстро-быстро все собрал, подал в 5 университетов разных американских. В 3 в LA и в 2 здесь. Это лучшие, типа, киношколы в Америке. Вот, и дальше все произошло классным образом, потому что, значит, я, ну, в общем, не то чтобы прям забыл, но как бы вообще перестал об этом думать. Дальше происходит 24 февраля, а дальше, типа, там, 27-го, что ли, мне пишут, что в начале марта, какого-то 2-го, будет Zoom с главными профессорами Колумбийского университета. И в эту же ночь, то есть, ну, с разницей во времени, это было там в 12 ночи по Москве,
А в 2 ночи еще один Zoom с NYU. Это второй здесь большой крутой университет. Как-то эта информация там проскочила, пришел этот день. Это была самая, честно говоря, жара. Вот это начало марта, все уезжали, говорили, что надо срочно валить, значит. Каждый день звонили, это будет выжженная земля, пакуй чемоданы, мы уже в аэропорту, давай. И Zoom. И вот первый вот этот Колумбийский университет. Значит, я позвонил им из офиса, в котором мы делали сериалы. На стене у меня висели все фотографии объектов, отобранных актеров. Через несколько дней должны были начинаться съемки, а через день после Зума была презентация Кинопоиску этого сериала. То есть все вообще сошлось. И, значит, начался этот Зум. Где-то минут 40 мы разговаривали, и я волновался, конечно, в первую очередь за вот эту всю тему culture cancelling, что я сейчас буду говорить, что я из России, что могут возникнуть с этим проблемы. И не то, что не возникла проблем, на самом деле это был какой-то очень сентиментальный разговор, который меня просто пробил. Потому что я увидел 3 суперадекватных профессоров, которые, знаешь, без вообще вот этого американского налета позитив такого общения. Они понимали всю ситуацию там, насколько могли, да, которая у нас происходит. Они сразу же оговорились, что типа мы примерно врубаемся в каком-то состоянии, но мы сейчас давай попробуем говорить как творческие люди, как бы в неком международном комьюнити творчества сейчас окажемся и попытаемся быть вне политики. Хотя они меня расспросили, конечно, что у меня вообще, как все происходит. Второе, что было Тебя спрашивали, очень за ценно. войну ты или нет? Нет, вообще не волновало. Но это как-то было ясно. Почему? То есть, не знаю. Вот правда, это было без слов как-то понятно, но мы это не По Дмитрию артикулировали. Певцову без слов ясно, за войну он или нет? Без слов, если увидеть его лицо, Да, просто... ну и не знаете его Не бэкграунда. знаю. Я не знаю. Вот я тебе говорю, что мы и они, и я, мы понимали, что мы как бы на одном каком-то говорим языке, и что, когда я сюда приеду, тут, что я не распишу вот эти стены буквой Z. Как-то они, видимо, это считали. Второе, что меня восхитило, они про меня все прочитали. Ну, то есть мне тоже не хотелось рассказывать, что я там вот уже что-то сделал, вот у меня там тут спектакли, там какие-то эти оперы, балеты, кино вот я снял. Они все узнали, посмотрели «Скажи ей» половину. И, ну, представь, там отбор, какой поток, в смысле, студентов. Ну, короче, был супер адекватный разговор, в конце которого они сказали, если мы вообще должны в апреле говорить результаты, но в связи с этой всей ситуацией, если тебе это нужно раньше, то мы тебе сейчас что-то типа напишем на e-mail. Ну и буквально через неделю они просто меня взяли. Меня это пробило, потому что, видимо, вот эти там 10 дней с 24 по этот Zoom я был в таком, знаешь, нервном напряге каком-то постоянном. Ну, в такой, как бы не было, да, слез, был там, да, ужас, нервы, попытка понять, что делать, агрессия, протест и все это другие чувства. А тут было такое, как бы, движение встречное от них, что меня это выбило именно на какой-то сантиметр. Я просто разрыдался в конце этого Zoom. Разрыдался? Отпустило, да. Такое редко... Уже выключив? Да, конечно. Нет, я плакал. Возьмите меня, пожалуйста, не передумайте. Нет, после зума я разрыдался. Сколько ты будешь учиться? Я вообще обучение 2 года. Это типа второе высшее. Вот если Ну, максимально в грубо. моем случае, да, по-моему... Да, это второе высшее, без первого нельзя. Ты платишь за это деньги? Да. Сколько это будет стоить? Все обучение стоит $70 000. Они, не знаю, насколько это частая стипендия, но, в общем, короче, в моем случае они заплатили половину. Почему? Потому что ты уже что-то умеешь. Не знаю. Ну, просто типа ты потому получил что... такой грант. Да, 35 твоих. Да. За 2 года это только учеба без жилья. да. Соискать такую штуку может любой молодой режиссер из Казани, из Петербурга, 100%. из Хабаровска. Да, абсолютно. Больше того, их смущало то, что я уже что-то сделал, скорее. То есть они... Нет, ну как, вот это тоже важный такой момент, что они говорят, ну ты же уже сделал то-то, 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 зачем тебе, типа, снова учиться? Я что-то ответил, и они говорят, мы тебя понимаем, и мы думаем, что ты здесь найдешь то, что ты не умеешь. Потому что он сказал, мы посмотрели «Скажи ей», это хорошее кино, и один из них говорит, ну оно очень бы понравилось моей маме. Она бы, наверное, плакала. Если ты хочешь обрести свой киноязык, приезжай сюда, может быть, что-то получится. А это люди, которые что-то умеют в кино? То есть это теоретики или практики? Теоретики, практики, ну, увидим здесь, насколько они крутые, но вообще это одни из лучших профессоров Америки в киноиндустрии, насколько я понял. Ты писал весной. Из-за границы меня часто спрашивают друзья, вы что там, кино снимаете? Немного раздражает. Да, снимаем. Многие уезжающие говорили, это выжженная земля, вали скорей. Сори, нет. Не выжженная, а любимая, родная и все прочее. Да, временно очень больная, усилилась деменция, пассивно-агрессивное расстройство, но когда это случилось с моей бабушкой, не стояло вопроса, продолжать ли ее любить.
Трудимся, живем, смотрим на проезжающие машины с буквой Z, но идем на работу. Звучит жизнеутверждающе, но много ли толкового можно снимать в кино при нынешних условиях? Да. Не знаю, много ли, но история советской цензуры показывает нам, что были великие картины. Да, они лежали на полке там и так далее. Но я недавно только посмотрел фильм «Шипитько. Восхождение». Вот это, мне кажется, пример того, как фильм может быть снят на какую-то такую тему, которая вроде бы абсолютно болезненная. Это фильм про тех, кто стал полицаями во время коллаборационистов, да, и двух ребят, которые, значит, и попадают в плен, и их, в общем, ловят, допрашивает вот такой полицай, которого гениально играет Солоницын, и одного казнит, а другой тоже идет на коллаборацию. Ну и вот это такой фильм просто о честности, да? Он, мне кажется, очень честен в отношении вообще войны, потому что было очень много лживых военных фильмов. Он очень жесткий, он длинный, местами там может показаться скучным, но это вот такое полотно. Настолько мощный и великий, что он, я не знаю его судьбы в смысле цензуры, но, по-моему, он вышел и существовал. Недавно я посмотрел спектакль Могучего по Шукшину, не помню название. Потрясающий абсолютно спектакль о вот каком-то качестве русского народа. Вообще о том, ну там в центре спектакля Нина Усатова, которая большая такая актриса, которая выглядит как советская актриса, такая настоящая, как Мордюкова такая. Вот она едет на мотоцикле, весь спектакль через такую Россию. «Материнское сердце» он называется. И вокруг какой-то ад бесконечный, жуткие какие-то люди, там несправедливость, коррупция, ужас, ужас, ужас. А она вот ищет сына. И это такая просто странная нота в ней, абсолютно действительно русская, когда вот такой образ вот этой матери, которая просто любит сына. И она знает, что он мудила, и те, кто его посадить пытаются, еще хуже. А она просто вот едет, и едет, и едет, и едет, и пытается его вот спасти. Ну вот такого рода спектакль может существовать в нынешней России, я думаю. Он не является как бы спектаклем, который типа закрывает глаза на происходящее, который, как говорили про Горького, становится тугим на ухо в определенные моменты. Можно ли сейчас снять сериал, фильм или поставить спектакль про, например, солдата из Бурятии, который едет на войну в Украину и отказывается там воевать? Ну, официально, насколько я понимаю, это в теории можно сделать не за госбюджет. То есть ничего не мешает нам с тобой арендовать пространство какое-то. Ну, тут, правда, могут возникнуть проблемы с арендой, но или не арендовать, взять заброшенный завод или вообще какую-то заброшенную территорию, поле, в конце концов, есть open-air театр, или квартиру, и там сыграть этот спектакль. По идее. Но мы таких примеров не видели, и мы не знаем, что будет, если кто-то так сделает. В Государственном театре, конечно, нет. То есть, когда я подавал документы, идея была в том, чтобы отучиться и работать, ну, как получится, в России снимать или здесь, если что-то возникнет. Но однозначно и в России тоже. То есть, учитывая, что я уже там снимаю, я надеялся, так сказать, прокачаться, подтянуть скиллы и продолжить снимать у нас, так сказать, лучше. Ты 2 года будешь без работы? Ну, посмотрим. В какой-то момент было с моей стороны уточнено, можно ли, там, скажем, во 2-й год параллельно что-то пытаться делать, если, допустим, у меня есть бюджет. Если мне, допустим, уже дают деньги какие-то на кино. Здесь? Ну да. Могу ли тут снимать? Они сказали, ну, конечно, если тебе дают бюджет, конечно, тут все, собственно, со 2-го года начинают активно искать возможности снять. Если они у тебя уже появятся, мы не будем препятствовать. Ну, посмотрим. У тебя есть запасы, чтобы прожить этот год-два? С трудом, но вроде бы да. Нет, ну, все-таки, ну да, короче, да. Ты прикидывал, сколько здесь будет в жизни у тебя стоить? Ну, примерно. Ну, расскажи. до Нового года. Там все-таки есть еще зимние каникулы. Надеюсь, что где-то что-то еще успею в течение года заработать. Но я так понимаю, вообще это очень трудно будет, потому что обучение тут очень плотное. Просто, говорят, там 9 разных, как бы у тебя идет 9 программ параллельно, 9 предметов, которые каждый день, что-то какое-то безумное обучение 24/7. У меня нет, на самом деле, как у Михаила Борисовича Ходорковского, по крайней мере, он так говорит, у меня действительно нету привязанности к комфорту.
довольно благополучно жил последнее время в Москве, и сейчас это будет комната в общаге или какая-то комната в квартире с кем-то другим. Ну, наверное, пообламываюсь, а первое время так нормально, ничего страшного. Ну, те, кто меня знает, знают, что я живу, работаю, и, в принципе, мне нужно, как говорили в советское время, койко-место. Твоя мама журналист. Да. Где она работает? Сейчас она фрилансер, так называемый, то есть для разных изданий, в том числе, в основном для издания, по-моему, Daily Beast, очень читаемое англоязычное издание. А где она живет? Сейчас в Португалии в основном мотается по разным странам. Твой папа преподаватель математики в лицее в Петербурге. Да. Твой отчим... Аничков лицей. Респект. Твой отчим тоже журналист. Да, Нью-Йорк Таймс. Он работал в Москве. Он работал в Москве лет 10 примерно, и в московском, значит, бюро Нью-Йорк Таймс, которое существовало в Москве типа с 30-х, по-моему, годов, могу ошибаться, и вот все это время оно просуществовало. То есть холодную войну пережило, все, вот только сейчас. Сейчас ушли? А сейчас они ушли. Он как был? и все иностранные издания, которые были в Москве. Он был на войне в Украине? Да. Что рассказывал? Из того, что можно произнести, то, что он был на нескольких войнах до этого в Афганистане, в Ираке, по-моему, даже где-то еще. И нигде ему не было так страшно. То есть, вернее, что он думал, он сказал, я думал, что я все знаю вообще про человеческую жестокость. И оказалось, что нет. «Катись в свою Америку» — самая частая фраза, которую слышал, когда выбрал жить в России. Мы вообще тут народ гостеприимный, любим приезжих. Когда слышу эту и подобные фразы теперь, в том числе «Чё в театре работаешь, если не нравится власть?», испытываю чувства ностальгические, вспоминая приятный запах школьной столовой, девочек, измазанных замазкой, и вкус сухариков Емеля. Ты помнишь этот вкус? Да, мне соленые были самые А любимые. как вот, ты жирненькие. приходил в школу с Емелей? Нет. А знаешь, как у нас угощали? Это я вот запомнил. Ты приходишь, ты тоже, допустим, ты не купил пачку, но все просят, типа, о, дай сухарики. И вот те, кто предлагали, они так зажимали крепко пачку рукой, и ты мог соскрести там какой-то один. Вырвать буквально. Ну, потому что иначе все как бы хавали, и в итоге ты оставался без них. Почему ты вспоминаешь запах девочек в замазке? Потому что всю школу, когда я вернулся из Америки, мне говорили, катись в свою Америку. Это ученики. Да. Почему? Потому что я вернулся из Америки, все остальные вопросы к ним. Нет, Никаких это других самая простая аргументов не было. это просто самая простая мишель для буллинга была? Или... Наверное, но это как бы абсолютная тупость. То есть я вернулся в Россию. Я, в общем, в изрядной степени испортил отношения с мамой и выбрал сознательно жить в России по разным причинам. Одной из первых было просто некая непонятная тяга к России, к дому, к родине. Но, тем не менее, видимо, еще в связи все-таки с тем, что я на такого рода вещи реагировал, так что, ну, то есть, как бы, типа, меня это задевало, и вообще разговоры про Америку, в спорах про Америку я отстаивал Америку, при том, что мне не хотелось в ней жить, но я просто понимал, что они несут чушь, потому что они в ней не были. Ну, типа, что там все жирные, тупые, там, не знаю. Ну, как бы, что все, что они говорят, это набор стереотипов, идиотских аргументов, что они все время улыбаются, что они все, значит, без мозгов и без души и т.д. И я, значит, вступал в какие-то споры. Кончилось это тем, что мой одноклассник, такой по имени Глеб, позвал, а у нас была школа, нижние 2 этажа, самая обычная школа, такая одна из худших школ в районе, а верхняя типа отдельная школа, но в том же здании, академический класс, куда надо было поступать. Но у нас тоже были какие-то гопнички в школе, непонятно как там возникшие, а в остальном там была какая-то усиленная программа. Иногда ребята с нижних 2 этажей вбегали в наш класс и, переворачивая парты, кричали почему-то фразу, которую я до сих пор не знаю, но кто-то говорил, что это откуда-то цитата. Они переворачивали парты и орали: «Где беспредел? Где беспредел?» Из «Бумера» вроде бы эта цитата. Ты что так базаришь, а? Где беспредел? Где беспредел? И в какой-то момент парень, одноклассник мой по имени Глеб, спустился в ту школу, он с ними как бы корешился, к старшеклассникам. И я выхожу в рекреацию большую, а он идет и кричит: «Америка говно! Америка говно!» А я, как, значит, такой маленький задрот, говорю: «Почему ты так думаешь, Глеб?» На что внезапно из всех классов появляются чуваки, то есть, в смысле, это было заготовлено. И там через несколько минут я зажат в угол какой-то толпой людей, край которой я вообще не вижу, мне там ставят, типа, фингал, у меня еще была футболка «Нью-Йорк», блин, как назло. Типа, и вот разговор такой при этом, типа: «Че, Нью-Йорк? Че? А че ты? А че ты Нью-Йорк? И че Нью-Йорк?» Ну, так вот мы как бы пообщались.
В рекреацию ты спускался? Рекреация. Папа мой классно тогда себя повел. Он никогда за меня не заступался, ничего. И все время говорил, что, значит, воспитывал меня так, что я должен давать сдачи, там, то все 5-10. Постоять за себя. Но тут он понял, что, ну, типа, несправедливо совсем, потому что я был там в каком-то 6 классе, а они все были из 11-го, их было до хрена. Вот, и, ну, я пришел с фингалом, типа, он спросил, что такое. На утро папа пришел. Я, честно говоря, вот просто так, это так приятно. Я совершенно не ожидал, что он это сделает. Он нашел главного этого чувака. Я его описал, и он его нашел. Да, я настучал, наверное, но вот такая была ситуация. Он его прижал к стенке, приблизился к уху и очень тихо сказал: если ты к нему еще раз подойдешь, я тебе ухо откушу. И меня не трогали. Папа был учителем в этой школе? Нет, другой. Я бы так сделал. Колумбийский университет — это одна из цитаделей протестов против войны во Вьетнаме. Да. Я ничего не путаю? Нет. Тут был большой протест в 1968 году. Он состоял из 2 течений. Одно было против войны, потому что они выяснили, значит, какой-то студент пролез в библиотеку и нашел документ о том, что университет сотрудничает с Министерством обороны в разработке оружия. Ну, то есть, видимо, может быть, какие-то химические или еще какие-то факультеты, да, помогают разрабатывать, по-моему, химическое оружие. Это спровоцировало одну волну протеста, в основном с белыми студентами. А параллельно в сторону Гарлема, потому что мы находимся на границе с районом Гарлем, да, туда? Вроде да. Трудно сказать, туда, да. Который был на тот момент абсолютно черный. И они строили кампус, университет строил кампус, спортивный зал, как раз на границе с Гарлемом, и опрометчиво они его построили с 2 выходами, одним для белых и другим для черных. И это было как бы вот как раз в момент движения Мартина Лютера Кинга, и через 3 недели после того, как его убили, они здесь, в общем, восстали страшно против построения спортивного зала в таком ключе. А руководство университета достаточно консервативное, очень долго здесь был один и тот же декан, который не врубался, как общаться с протестующими. Они очень испугались, потому что боялись подъема волны страйков в самом Гарлеме. Ну, то есть там был полный район чернокожих, и они боялись, что там будут какие-то дикие вообще протесты, не знаю, что они налетят тут на университет, будут бить окна и так далее. Вот. В итоге и те, и другие протестующие забаррикадировали здание, вот она, по-моему, вот этой библиотеки, где был кабинет директора, и он оттуда не мог выйти. Они, в общем, оцепили здание на 3 дня, объединились, по-моему, вот эти черные и белые протестующие движения. Что смешно, еще возникло 3-е движение спортсменов, которые, типа, говорили, что за херь тут, почему мы не можем учиться. И они, значит, с 3-й стороны бастовали против тех, кто бастует. В общем, короче говоря, никто ничего не мог сделать, руководство университета не знало, как с этим быть. И все жестко разогналось с полицией. Но, несмотря на то, что, по-моему, были отчислены 30 студентов, оба требования были выполнены. Было прекращено сообщение с Министерством обороны, и строительство спортзала, проект переделали под один вход для всех. То есть иногда протесты к чему-то приводят? 100% нет. Ну, собственно, самый главный пример — это протесты против войны во Вьетнаме, которые здесь стали гигантскими. Они были и в университете, и во всей Америке. У тебя есть американский паспорт. С каких пор? С тех пор, как я жил тут в детстве, меня сюда увезла мама, прошло около 5 лет, и мы оба получили гражданство. Но при этом ты прожил здесь 1,5 года. Да, но я возвращался сюда каждый год, чтобы как бы продлевать время своего проживания. Потом мамин муж получил работу в американской компании в России, и как бы этим людям, членам их семей, как-то ускоряется получение гражданства. Хоть раз это было проблемой для тебя? Нет. Наоборот, безвизовый въезд почти везде. В последние годы, Нет, когда никогда. ура-патриотизм захлестнул? Никогда был вот этот закон о регистрации 2-го гражданства, я зарегистрировался, и все. Тебя же манит вся эта протестная история давным-давно. Смотри, ты ходил на протесты против войны в Ираке в Штатах. Да. Пусть и там для того, чтобы девочку покорить, как я понимаю, Мне да? было сколько лет? 11 лет. 10, да. И вы реально у директрисы отпрашивались. Директора, мы, по-моему, не отпрашивались, просто мы пошли, директор был учитель наш был в курсе классный, ну, типа учитель. То есть 11-летние дети подходят к учителю в американской Да. школе, говорят, мы идем на протест Да. против того, что наш президент Да. решил И ввести войска в соседнюю страну. Учитель поддержал их. Не в соседнюю страну, а в другую страну. В Ирак. Да, учитель поддержал. Да. Ну, как он сказал, типа, go.
Free to do. Вот мы вышли, нарисовали плакаты маркерами, значит, на каких-то листах ватмана и обошли там 4 квартала вокруг школы. Самый крутой был эпизод, когда какая-то женщина нас увидела и ужасно умилилась. Она тоже явно была... Это вообще был очень либеральный город. Он весь был как против войны, против Буша, западное побережье, Портленд. И она вышла и такая: ой, боже, 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 они 10-летние ребята уже протестуют. Она пошла в дом и вынесла нам большую миску конфет. Такой вот протест был. Не печенье. Очень радикальный. Не американских печеньев, нет. Еще одну крутую вещь папа мой сделал, уже когда я учился в его классе, последние 2 года или 3, в Аническом лицее. Был мальчик такой, Максим, еврей, и его травили. Он был полноват, и там был маткружок, короче, и многие, кто были в нашем классе, они все друг друга уже знали, и уже там его начали травить. В лицее тоже бывает травля? Обычно нет, но я говорю, что эти ребята, включая этого пацана, уже вместе учились в мат-кружке. Там это началось, и они как бы компанией переместились. Бедный парень переместился, и все у него как бы продолжилось. В какой-то момент этой травли папа уже просек, что это происходит. Видимо, то ли выжидал какого-то точного момента, чтобы прикрыть, или что. В какой-то момент этой травли еще и нарисовали Маген-Довид на доске. Ну и было известно, что среди этих травящих парочка были такие... Я говорю, это было очень в моде вообще. Один был... Они все ходили в гадах. Гадах это Гриндерс? Ну, Гриндерсах, да. Один был прям такой абсолютно националистически настроенный пассажир. И папа, я прям помню, как сейчас он вышел так к доске, навис над классом, было довольно стрёмно это все выглядело, потому что он обычно такой весь классный, его очень любят школьники. И он вдруг так жестко и, по-моему, чуть ли не кричал, ну нет, так, значит, как так повысив голос, но не крича, без истерики, сказал: я работаю в этой школе 15 лет там или сколько-то, и я никогда не буду преподавать математику кусочком фашистского дерьма. Каждый, кто участвует в травле Максима, останьтесь, остальные выйдите. Вот. Ну, я вышел, естественно. И не знаю, что он дальше сказал им. Травля прекратилась. Но это выглядело классно. Не, круто, когда можно без насилия решать вопросы. Это круто. И причем, как бы, да, не думая о том, что руководство там ему скажет. В принципе, кто-то из них мог бы там пожаловаться родителям, родители, руководству. Ну, то есть могла бы какая-то начаться движуха. Ты ходил на марши несогласных? Ну, я был на одном марше несогласных в Петербурге в 11 классе, будучи, да. Когда марши несогласных, когда в целом протестная активность считалась еще такой маргинальной. Это было дико маргинально, это было очень, на самом деле, осмысленно тогда, потому что это вот был как раз протест, там выходило 200 человек, на них выходило 2000 человек ОМОНа, откуда их пригоняли из Архангельска, они были какие-то лютые. Я помню петербургский ОМОН, я так с безумными глазами, значит, на них смотрю, потому что те уже начали месить. И говорю: что типа происходит? Вот так, ну, как бы от испуга, что мы перелезли там через какой-то забор, убегая. А они говорят: да мы вообще сами типа приехали, архангельские какие-то звери, вот они месят там, сорян. И как бы помогли выбраться. Вот такая тогда была ситуация. Но там я насмотрелся как бы какой-то жести, которая вообще меня достаточно, ну, как бы однозначно поставила какие-то точки над «и». Дальше меня было довольно трудно сдвинуть с этой точки некого одного взгляда на эту проблематику. Что ты скажешь людям, которые посмотрят, там, послушают про то, как протестовали здесь, там, как на протесты в России ходил ты, на протесты в Украине, и подумают: вот людям нечем заниматься, зачем они это делают? Что ты ответишь на это? Ну вот за тем, что сейчас произошло то, что произошло. Ну, то есть эти люди, которые будут спрашивать, им всем нравится то, что сейчас происходит? Если да, то мне, наверное, им особо больше нечего отвечать. А если нет, то вот я убежден, что попытка обратить внимание власти на какие-то вещи, даже если тебе эта власть симпатична, указание на ее раны, беды, ошибки, это, ну, как бы необходимая часть жизни молодого, во всяком случае, гражданского общества или не молодого. Кричать о том, что происходит не так в твоей стране, это, в моем понимании, и есть патриотизм. Потому что, ну, как бы, если человек заболел, ты бежишь в аптеку, и ищешь лекарства от этой болезни, а не говоришь: я так его люблю, а он что-то кашляет,
это не важно, я буду слушать этот кашель, а потом он начнет хрипеть, умирать, и ты будешь говорить, какая прекрасная музыка, все, что исходит из его рта, это чудно, он становится все лучше и лучше. Он на твоих глазах будет разлагаться и превращаться в какое-то чудовище. Нет, ты не будешь так делать, ты будешь звонить врачам, говорить, у меня тут проблема, у меня болеет тот, кого я люблю. Как будто про что-то конкретное, как будто про кого-то конкретного. Конкретно про страну мою любимую, которая болеет все больше и больше. И не говорить об этом, мне кажется, значит ее не любить, а не наоборот. Наверное, так. Какие болезни? Что тебе не нравится в том, что происходит с Россией? Ну, они, мне кажется, симптоматика как бы увеличивалась за эти 20 лет. Они набирали обороты. И меня удивляет, на самом деле, до сих пор, что я в раннем довольно детстве их понимал. То есть, вернее, как, к ним относился, да? Ну, например, мне нравился канал НТВ еще в 90-е. Я сейчас объясню, к чему это говорю. То есть, мне нравилась передача «Куклы», например. Мне нравилась передача «Итого» почему-то. Мне нравилась передача «Итоги» с Киселевым, может, чуть позже. Ну, короче, я это смотрел, пока это было. А потом, буквально в первые годы правления президента, этого все не стало. Я прям помню, что я это в детстве как-то уже оценил как что-то странное. Мне это казалось несправедливым. Еще в детстве мне нравилась игра такая «Выборы». Такая была смешная игра, больше мы в нее не играем. Значит, конфеты у меня были, ну, то есть, типа, в 4, в 5, там, в 6 лет мне давали конфеты. И это, по-моему, как раз были, соответственно, выборы 96-го года. И была там конфета Жириновский, конфета Зюганов. Ну и вот я выбирал там, значит, такая конфета, такая-такая. Ты выбирал какую-нибудь одну и ее съедал. Потом в ранних уже нулевых отменили выборы губернаторов в городах. Что, соответственно, тоже мне показалось странным. Я же играл в эту игру «Выборы», а тут, значит, игра отменяется. Поэтому уже в раннем возрасте мне казалось, значит, что что-то не так. Гимн вернули, а вроде как это было... Мне родители говорили, что это символ, значит, советского периода. Советский период был тем, в чем, опять же, моим родителям было несвободно. Я знал, что нельзя было читать все, что можешь, смотреть все, что можешь. Я сейчас на этом примитивном детском языке говорю именно потому, что это было восприятие моим детским сознанием. Поэтому я как бы, в общем-то, на самом деле не виноват, что я вот так как-то к этому отношусь. Просто у меня в детстве как бы отнимали какие-то игрушки, да, которые мне нравились. Их становилось все меньше. Ну и дальше уже как бы детство заканчивалось, начинались конец нулевых, возникал наш какой-то такой петербургский там нацизм даже, убивали афро-русских или африканцев, которые учились в институте в Питере, налетали на рынки, скинхеды были, с этим особо никто ничего не делал до поры до времени. Ну и вот свобод становилось все меньше, 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 потом и на протесты нельзя было ходить, ну и все это привело вот к тому, что сейчас происходит, тому, что мы живем, в общем, в тоталитарном таком обществе, где ты совершенно не знаешь, что будет. Вот. И даже до конца не понимаешь, что это за... Я сейчас так сказал, в тоталитарном обществе, а мы же не живем в Северной Корее. Мы живем в чем-то, что мы не понимаем до конца. Вот что завтра будет, что можно, что нельзя, по какому принципу идет этот отбор, кого могут посадить или выслать, неясно. Вот это, мне кажется, жуткое состояние, когда ты ничего не можешь предсказать. Нет никаких законов. Как бы даже незаконные вещи не просчитываемы. Ребята твоего возраста из театральной и киносреды это понимают? Очень по-разному. Ну, вот последние, не знаю, лет 10, да, мне кажется, что есть, безусловно, те, кто это понимает, есть вообще адекватные ребята, которые следят, которые, ну, там, я уже даже не говорю об актерах Гоголь-центра, те артисты, с которыми я работал, в том числе в МХТ, они не выпадали из контекста сегодняшних новостей, и они их как бы будоражили, они на них реагировали. А есть абсолютно пассивные чуваки, есть абсолютно пассивные ребята такого хипстерского как бы расклада, в котором все, в общем, прикольно. Им важна их карьера, их прическа, их консистенция их тела, спортзал. У меня бывало много споров с коллегами о том, что, типа, давайте, может, что-то сделаем вот по этому поводу. Они говорили: Санек, не раскачивай лодку, типа, камон, нужна, вот мне один говорил, нужна стабильность для того, чтобы наша власть могла что-то успеть сделать. А ты мешаешь ей что-то сделать. Не надо их трогать. Они, посмотри, все лучше становится. Там Москва лучше становится, то лучше становится, все меньше становится. Ну, я что-то пытался им сказать, там, вот этого посадили, того посадили. Мне кажется, это странно. Там, вот, там, какие-то куда-то войска отправились, там, в одну страну, в другую. Может быть, все-таки это неправильно. Может быть, это плохо кончится. Может быть, это в итоге и до вас дойдет, и вам это не понравится. И на самом деле, я, знаешь, иногда так темпераментно это говорил, и в какие-то моменты я даже себе не верил. Я думал, блин, а может, действительно... это никогда до них и не дойдет. А сейчас бац, и H&M закрыли,
и хотя бы это до них дошло. И думаю, что многие из тех, кто со мной тогда спорил, все-таки сейчас не думаю, что они там меняют свое мнение и сокрушаются, и думают, вот Молочников говорил, а мы не послушали. Нет, конечно. Но они, думаю, не во всем довольны сегодняшней ситуацией, потому что просто даже их карьере многие вещи мешают. Кто-то снимался в проектах для Netflix, эти проекты закрылись. Я думаю, это для них дикий облом, потому что они на них все поставили. Кто-то, не знаю, просто снимался в фильме, например, с Шолпан Хаматовой и гордился тем, что вот я снимаюсь с Шолпан Хаматовой, а тут бац, и этот фильм не выходит в прокат. Думаю, что, в общем, многие из них получили какие-то удары по башке, и до них все это дошло. Я, поверь, не торжествую по этому поводу и не радуюсь, что я был прав абсолютно. Все это чудовищно. Но думаю, что мы все, как бы, да, в этом виноваты в своей пассивности. Как ты думаешь, настанет тот момент, когда молчать тоже будет нельзя? Не знаю, но думаю, что да. Я думаю, что те люди, которые прессуют, они каждый день приходят на работу. Вот я так представляю. Они каждый день приходят, как вот мы бы с тобой снимали кино, да? У нас был бы подготовительный период. Мы бы приходили на летучку. Ну, в смысле, на какой-то, да, брейнсторм. Мы бы думали, так, там это. И, допустим, мы бы с тобой отобрали все объекты. Мы бы придумали форму фильма и отобрали все объекты. Потом мы сказали, так, ну что, переходим к костюмам. И мы бы стали накидывать идеи по костюмам. Ты бы говорил, что надо так, я бы говорил, что надо сяк. И мы бы решили, какие костюмы, а каких костюмов не будет. Потом мы бы дошли до реквизита, а потом, ну и так далее, так далее, так далее. И вот мне кажется, что мы находимся, ну мы это типа некое творческое общество, в такой иллюзии, что в какой-то момент люди перестанут приходить на работу и уйдут в какой-то отпуск. То есть они отберут то, и как бы стоп. Ну, все понятно. А это не так, конечно. То есть степ-бай-степ... После костюма будет что-то еще? Да. Степ-бай-степ, оно... Ну, как бы они должны всегда что-то, понимаешь, прорабатывать. Вот закрыты те, кто активно кричали против. С ними справились. Пошли те, кто тихонько говорят против. Ну, они же тоже кончатся. А людям надо работать. Они на зарплате. Мое лицо часто сравнивают с разными совершенно объектами, и там меня регулярно в Твиттере отмечают или в Инстаграме, присылая там самые разные вещи, от пылесоса до какой-нибудь узкой квартиры. Но вот только в Нью-Йорке я увидел то, что, мне кажется, сильнее всего соответствует моей физиологии. Вот посмотри на этот небоскреб. Да, но оба, на самом деле. Не-не-не, вот именно тот. Правый. Левый. Вот этот, да. Там, я думаю, квартиры такие, как у Раскольникова, такой пенал. И ты туда отлично войдешь вообще, как в пазы. Пазы. Слушай, ну честно, я понимаю, что это, конечно, представление совсем гуманитария. Я просто был здесь 3 года назад, когда вот их только строили, вот эти, и особенно вот этот. Я, честно, не представляю, как он стоит. Ну, то есть, когда дует ветер, а здесь дует ветра, как он стоит? Что с аквариумами происходит там, вот с рыбками? Я думаю, он к вопросу стоит, не стоит. Значит, такая была тоже, раз мы о театре говорим. Польский режиссер Кристиан Люпа приехал в Петербург в Александринку ставить «Чайку». Там очень большой монолог Тригорина и Заречный, значит, который сидит его слушает. Это очень часто не получающаяся сцена, потому что актер играет писателя, и это очень часто неубедительно. И всякие переживания писателя перекладывает на свои актерские, и все это на самом деле не странно выглядит. Это, значит, сидит, скучает, ей нечего делать, все это длится минут 7-8. Партнерш. Зал часто зевает, да. И вот, значит, Люпа мучил этот монолог, ради которого, собственно, актер идет вроде как играть эту роль. И вдруг говорит, вы знаете, я думаю, что мы ее должны убрать. Вот. И там мой педагог, кстати, актер такой, Андрей Шимко, говорит, так, хорошо, и что я делаю? Типа, что из себя представить сцену, что я делаю? А ты вот знаешь, ты просто стоишь, як хуй. Поляк он. На что актриса, которая играла Аркадину, такая артистка Марина Игнатова, которая в «Скажи ей» у меня играет бабушку, сказала, ну, хоть одного персонажа мы разобрали. Как ты относишься к, например, Евгению Миронову, который, как я понимаю, после начала войны подписал письмо о том, что войну надо прекратить немедленно, а потом поехал в Мариуполь. В Мариуполь, который уже оккупирован Россией. Да, я понимаю. Он еще сказал там, что нам, артистам, если я правильно помню, я могу ошибиться, но если это так, то
мне есть что на эту тему сказать. Нам, артистам, свойственно заблуждаться. То есть он как бы в некой степени за всех сказал, что вот мы такие дурачки и поначалу наговорили не того там и так далее. Ну, Миронов великий актер. Я думаю, что он великий актер современности. Не хороший, а великий, гениальный. Я несколько раз приходил в восторг на его спектаклях от него. Он очень крутой худрук. Он создал самый, может быть, самый вообще передовой театр Москвы. За Театр нации. немного лет, да. Он, говорят, очень круто дорабатывает роль с артистами в чужих спектаклях. То есть режиссер выпускает спектакль, и на последнем самом этапе он может подсказать актерам, зачастую там звездам или не звездам, какие-то очень точные вещи. Он очень внимателен не к звездам. То есть, например, если в состав играет, звезда играет роль, да, и в состав там другой человек, то видно, что там, ну или не звезда, неважно, кто-то отстает, и он этого человека будет подтягивать, им заниматься, потому что это часть его театра. То есть он действительно очень бережет свой театр, я так думаю, и его участников. Исходя из этого, я предполагаю, что он уверен, что он как бы защитил своих, что он сохранил работу людям, я не знаю, сохранил театр. То есть вот тут вопрос дальше. Что значит сохранил работу? Если бы пришел другой художественный руководитель, там, идейный какой-то еще, работа бы у актеров сохранилась, да? Получается, он сохранил их работу именно в его театре, в Театре наций. Но дело в том, что в том числе благодаря тому, что он сказал, и благодаря вообще всей ситуации случившейся, Театра наций больше нет в том виде, в котором он был, потому что 50 или 70% репертуара Театра наций — это были лучшие мировые режиссеры, которые приезжали и ставили. Самые крутые режиссеры. И они больше не приедут. Ну, сейчас нет. Уилсон, Люпа, ой, не Люпа, ну, короче, супер уровень. Самых крутых. Лепаш, Остермайер и так далее. То есть Театр наций в том виде, в котором он был, нету. В нем нет двух ведущих актрис, Лепкунайте и Хаматовой. Из таких суперзвезд, по сути, остался только он. Ну, Пересильд еще. Поэтому защитил ли он всех или нет? Наверное, покажет время. Но вот рассказывая, читая про деятелей, да, 30-х, там по-разному люди себя повели. Кто-то тоже пытался защитить. Мирхольд пытался покаяться, когда уже понимал, что его расстреляют. Он приходил, он пытался публично покаяться. Он признавал, что все, чем он занимался, это ошибка большая. Было жутко, все унизительно и прочее. Но он, наверное, спасал свою жизнь. Уже на тот момент было ясно, что своего театра у него не будет. Но вот Евгений Витальевич поступил так. Мне это обидно лично, потому что, ну, если он себя считает артистом, который заблуждается, ну, значит, он таковой артист. Я знаю артистов, которые не считают, что они заблуждаются. И вот проходит время, и они все не считают и не считают. Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти. Как я понимаю, не 100% доказано, что это говорил Колчак, но ему такую фразу приписывают. Сколько в ней, по-твоему, правды? Да это какое-то обобщение, но как любое обобщение даже не заслуживает внимания, мне кажется. До конца не понимают, что имеется в виду. То, что артист будет верен любой власти. Что артист будет всегда такой, как Никита Михалков. Это не так. Есть артисты и примеры, которые так или иначе оставались собой. Юрский, например. И Наталья Максимовна Тинякова, его жена. А вот Юрский, я не знаю подробностей, но он был как бы изгнан из БДТ Товстоногова. Возможно, это было на фоне танков в Праге. Не знаю. Он вынужден был уехать, он был без работы, по-моему. А Наталья Максимовна Тинякова, это я знаю лучше, потому что я был этому свидетелем сам. Каждый спектакль, который мы играли, пока сидел Кирилл Семенович под домашним арестом, она выходила на поклоны, ей было... Ну, в общем, прилично лет. Народная артистка России. Она выходила, и на каждых поклонах она сделала шаг вперед и говорила: я хочу залу, тысячному все-таки, чтобы вы знали, это спектакль Кирилла Серебренникова, который невинно сидит под домашним арестом, все обвинения против него лживы. Это спектакль замечательного, честного режиссера. Говорил это с такой ленинградской, не петербургской, а ленинградской такой вот постановкой голоса. Меня это восхищало каждый раз. А Юрский, с ним была тоже меня впечатлившая история. Олег Павлович Табаков, значит, однажды меня заставил, что ли, можно сказать, получить грамоту президента Российской Федерации. Мне и нескольким артистам дали грамоту президента Российской Федерации за спектакль «1914». Я несколько раз отказывался ее идти получать. В какой-то момент он сказал: Саш, возьми да сходи. И я как бы пошел. И там был... Да, и как раз было дело Серебренникова. То ли он уже сидел, то ли его сажали.
И я, конечно, пришел с тем, что, ну ладно, раз я пришел, сейчас я скажу, а там можно тебе как бы Владимир Ростиславович вешает какой-то значок Медицкий. на грудь, да, или дает какую-то грамоту, наверное, он мне дал, и несколько слов. Соответственно, я был уверен, что надо говорить, решил, что скажу там благодарность просто Серебренникову за помощь мне в этом спектакле, за который меня награждают, хотя на самом деле он к нему отношения не имел, но хоть как-то в контексте, да, упомянул. И вот это интересная очень вещь, что приходят все получать приз. Приходят разные артисты, известные, из там Вахтанговского театра, там Максакова была, еще какие-то актеры. И они все в таком хорошем настроении, им так светло, они так счастливы, что их вот награждают этой прекрасной премией. И я... А Путин есть? Нет. Ну, неважно, это все равно достаточно торжественно. В атриуме Большого театра, значит, министр культуры на сцене, сидят все люди. И ты, значит, сидишь с этой своей миной гребаной, думаешь, господи, зачем я себе придумал, что я это скажу? Потому что ты понимаешь, что ты сейчас испортишь детский, праздник. Ну вот просто ты... Дело не в том, что ты боишься, а в том, что ты как бы настолько неуместен как бы будешь. Какое-то более-менее интеллигентное воспитание, как бы оно ведет к тому, что неправильно прийти на чей-то день рождения и сказать, устроить им какую-то какашку подложить. Они прям счастливы, что искренне, и все говорят спасибо, там, спасибо вам, спасибо не вам. И ты вот сейчас всех как бы все обосрешь. И я вышел, я помню, в сильном таком, значит, в сильной тряске. Но ты знаешь это лучше меня, я видел, как ты выступал на GQ. Но все-таки премия журнала — это то, где предполагается, что кто-нибудь что-нибудь доскажет. Это как-то входит в пакет. А вот такого рода премии там никто ничего не говорит. И я выхожу, и ужасный какой-то стыдный, скороговоркой. Вот там, Серебренников, по-моему, даже никто не понял вообще, что я хочу сказать, потому что я был в таком зажиме, что вот как-то я это херово промямлил. И дальше, через минут 30-40, вышел Сергей Юрьевич Юрский и членораздельно в течение минут 5 говорил на тему Серебренникова. Спокойно, взвешенно, жестко. Сказал, извините, я знаю, что я сейчас буду не кстати, типа... И вот все это спокойно сказал. Это такая нормальная советская закалка. Пример вообще на всю жизнь. Уровень. Еще в Нью-Йорке ты несколько раз к этому возвращался. Я не знаю, сколько раз это попадет в монтаж, но ты несколько раз возвращался к тому, что вот мои друзья, которые уехали, они говорили, Россия — выжженная земля. В России ничего больше не будет. Чуть понятно, что выжженная земля — это очень радикальная фраза, да? Но хоть раз ты захотел поумерить вот этот стёб над ними после того, что у тебя случилось в Москве после Нью-Йорка? Ты знаешь, меня эта мысль, она иногда подкатывает, как такой соблазн какой-то, значит, наркотик. Типа, знаешь, вот так вот принять что-то и говорить, да, там ничего не будет. Я уехал, и после меня там ничего не будет. И ни у кого ничего не получится. Но я ее отгоняю, и она только сильнее укрепляет мое ощущение, что так думать не надо. Это как бы это слабая позиция. Мне кажется, что это такая вообще судьба многих иммигрантов. Я просто это часто очень встречал. И людей более-менее, у которых что-то получилось, и у которых ничего не получилось. И мы все читали у Набокова, там, вот я помню, тебе рассказал, в романе «Машенька», как они все там ходят и говорят, России больше нет, все, царя нет, поэтому богоносец пал, и нашей России больше нет. Да, может быть, действительно нашей, той России, которую, не знаю, нашей России в полной мере, да, той, которую мы с тобой сейчас вот помним последние годы, когда все-таки при всех ужасах происходящего была очень мощная там культурная и всякая движуха, да, ее, наверное, сейчас не будет. И я в этом, в общем, тоже уверен. То есть я уверен, что основные все творческие единицы, в театре, во всяком случае, точно, не могут или не будут ставить в ближайшие годы в Москве. Просто по факту я могу назвать 10 режиссеров, которые уехали. И это уже совсем другое театральное пространство. Но то, что там ничего не будет, я уверен, что там будет. И в советское время все было как бы. Другое дело, что это важно. С 30, по-моему, условно, 7-го по 55-й, 6-й, 7-й, то есть почти 20 лет. Никто ничего не помнит в театре. И ни одного спектакля никто не помнит. Были там 3 сестры Немировича Данченко, но глобально, да, дальше, это, знаешь, театроведы помнят, что был режиссер Охлопков такой. А те, кого помнят еще, просто театральные зрители, да, они были либо до этого периода, либо после. То есть был, например, бум Таиров, Мирхольд, Станиславский, и был после бум Товстоногов, Эфрос, Ефремов и этот самый... Любимов, да. Но 20 лет
собственно, жизни тирана, этого ничего не было. Оно было тогда выкашено, был поставлен некий стандарт в виде вот МХАТа, что должно быть так, то есть некие скрепы, и, собственно, просто ничего не было, о чем мы помним. Поэтому мне, конечно, не знаю, это горько на самом деле все, нифига не весело, но впечатляют эти люди, которые как будто не было истории, говорят, ну что, уехал, и этот уехал, а он нам и не нужен был. Этот Молочников-то его вообще слили, просто не хотели его так, вот хоть повод возник его слить, поэтому он не нужен. И это же, глупо очень, просто потому что этим людям, даже тем, кто ненавидит, им просто некому будет писать, блядь, потому что никого нет. Да, на самом деле кто-то остался. Вот режиссер Бутусов, вышеупомянутый, там, Додин, они остались и будут что-то делать. И я уверен, что это может быть очень талантливо и круто. И, может быть, мы что-то не понимаем, история пойдет вообще по-другому вдруг. Такое же возможно? Возможно. Но пока я не очень представляю, как культурное поле в России будет кипеть так, как кипело все последние годы. Но говорить о том, что, все, России нет, это, по-моему, полная херня, и я надеюсь принять участие даже в самом затхлом и очень, знаешь, местечковом, таком замкнутом на себе российском культурном пространстве. Я все равно хочу работать, потому что я его люблю. И все. Как, знаешь, я думал, когда вот еще не закрыли Гоголь-центр, еще до всего, да, до 24-го, я думал, не дай бог закроют Гоголь-центр. Если закроют Гоголь-центр, все. Вот это просто край. Уже это значит, что дальше нельзя. Потом все случилось, и как стало очевидно, что, странно, если его не закроют, понятное дело, его закроют. То есть какие-то вещи, они, конечно, поворачивают тумблер вообще на 180. Гоголь-центр закрыт. Навсегда. Я жил в городе Москва и Петербург, который был центром того дела, которым я занимаюсь в мире. Москва была театральной столицей мира. Берлин, Париж, Варшава, Краков, Москва — самые крутые города, где был драматический театр. А музыкальный театр еще и круче был зачастую, чем где-либо. И за 4 месяца это схлопнулось просто. Я вырос этим, я этим питался все. Вот ты смотрел какой-нибудь мультфильм любимый или ходил на матчи любимые? Вот ты там болел спортом как болезнью, да? А вот представь, что и это еще в России ты спорт, который, так сказать... АПЛ в твоей стране. То есть если бы английская премьер-лига была в Да, России. вот ты англичанин, который фанат футбола, который живет матчами, и вдруг футбола нет. Не какой-то команды, а просто из 15 действующих режиссеров 10 или уезжают, или не могут больше ставить. То есть уходит конкурентная среда. И я даже осознать не могу до сих пор вообще, как к этому отнестись, как с этим жить. Давай перечислим важных людей из русского театра, которые уже не в России. Это в первую очередь, я считаю, Крымов Дмитрий Анатольевич, который просто в последние годы стал, просто одним из 3, наверное, самых ярких режиссеров и в России, и за ее пределами. Это Серебренников, естественно. Это Тимофей Кулябин, которого давно уже прессуют в связи с оперой «Тангейзер», и вот потихоньку его тоже выдавили. Вот его выдавили, он сразу поставил спектакль с Малковичем и Дубко Найта. То есть нормально все, да. Это Макс Диденко, который стал тоже одним из самых востребованных режиссеров в Москве в последнее время. По-моему, уехал этот самый... Он да, в Берлине. да. Уехали драматурги Дурненков и Воропаев. Воропаев просто драматург номер 1 уже много лет. В России самый ставимый. Он уехал давно, но сейчас он уехал уже, я думаю, уехал. То есть главное, что он запрещен. То есть драматург может, в принципе, жить где угодно, как там писатель Иванов, но его же везде ставили. И он запретил, вернее, он сказал, что все эти самые роялти со своих спектаклей он будет переводить в Украину в пользу той страны. И дело в том, что это для театра не такие маленькие деньги, потому что спектакли Воропаева, они идут, я не знаю, в каком-то гигантском количестве. Почти в каждом провинциальном театре идет пьеса Воропаева.
И в Москве в каждом почти театре. То есть это на самом деле такая нормальная какая-то сумма. Ну, насколько это возможно. Уехал. Херманис, который не уехал, он не жил никогда, но он тоже был на самом деле абсолютно... Туминас, господи, Туминас и Карбаускис. Вот, я забыл. Туминас уехал, потому что ему позвонили какие-то пранкеры, и он наговорил там про, значит, плохого всякого, про атаку, ну, в общем, короче, про то, что случилось. И как я хуёво замямлился на произнесении этого, потому что, видишь, я пытаюсь каким-то образом соблюдать эти нечеловеческие законы Российской Федерации. Но, тем не менее. Карбаускис уехал просто потому, что сразу же он тоже написал, что я ухожу. Волкострелов и Ковальская сняты с постов Центра Мирхольда. Ну, можно долго, на самом деле, перечислять. Константин Богомолов на месте. Все в порядке, дышит, все хорошо. Какие у вас отношения? Их нет. Для тех, кто не разбирается в театре, последний спектакль режиссер Молочников ставил в театре на Малой Бронной. 2. Театром на Малой Бронной после выборов мэра Москвы, где Богомолов поддерживал Сергея Собянина. Не обязательно, что эти события были связаны, но просто так хронологически сложилось. Худрук этого театра Константин Богомолов. И у вас нет отношений? Сейчас нет. Ну, последний спектакль я выпустил, когда осенью, зимой. Платонов болит. С тех пор у нас было там пара поводов для контактов в связи с какими-то техническими вещами и пара разговоров. После последнего разговора отношений нет. Я думаю, что я его в некой степени раздражаю, и, в общем, он не видит какой-то перспективы дальнейшего сотрудничества. Я, наверное, тоже. Поэтому мы так абсолютно тихо разошлись, мне так кажется. Ты же сомневался, идти к нему в театр или нет? Ты знаешь, честно, не особенно. Тебя не смущало его, то, что вы, очевидно, разных взглядов Нет, политических? нет. Его позиции меня смущали, вызывали негодование давно. Я его знаю достаточно давно. То есть, грубо говоря, в период, когда он еще работал в МХТ, когда он поддерживал как раз Навального. Вот мне тогда была непонятна его позиция, потому что мне не был симпатичен Навальный. И в моих коротких каких-то вопросах к нему его ответы меня совершенно, так сказать, не устраивали. Вот. И поэтому его такой флип, когда он стал поддерживать Собянина, я почему-то очень спокойно воспринял, как раз когда все загудели, что типа вот, как так, наш там Костя, тролливали. У меня вот это вот как бы несогласие с ним период, он прошел раньше. Поэтому, когда он меня позвал, я говорил, я был просто неожиданно удивлен, что при том, что у нас были очень сложные отношения, он вот взял, так и позвал. Для меня это было каким-то актом уважения с его стороны. Это было приятно, на самом деле, и я даже не думал. Тебе казалось, что он дает Табакова? Ну, он его и давал, надо сказать. Он, я считаю, соответствовал вполне, настолько, насколько ему позволял его там масштаб личности, понятно, равных Табакову нету, но он, мне кажется, он прекрасно руководил театром. Вот то время, которое прошло, он абсолютно не влезал в чужие работы, что очень ценно. Он умный руководитель, и поэтому он не выносил мозг на этапе задумки. Он вообще не лез. Он позвал режиссера, и как только мы выбирали материал и артистов, все, больше ничего не волновало. Он мог долго добиваться материала, потому что он говорил, вот мне интересно, как ты, например, поставишь там то-то, что ты еще не ставил. Это прикольный вполне был концепт, и мне было интересно даже, потому что, в принципе, благодаря ему я выбрал такой материал, который я бы, может, сам не выбрал, а в итоге все получилось. Но он никак не влезал в работу, в мою вообще. Он приходил со зрителем на премьеру, фактически, оба раза. Второй раз он пришел чуть раньше и дал еще и цельные какие-то очень точные советы. Потому что ты, когда репетируешь, ты уже внутри все время, и, на самом деле, сторонний взгляд часто дает что-то, вот. Поэтому в этом смысле он, я думаю, один из лучших руководителей Москвы. Вот если просто взять творческую составляющую. То есть он, как и Табаков, абсолютно не ограничивал мою художественную свободу. Никогда. На самом последнем этапе последнего спектакля вдруг это странным образом случилось. И надо сказать, что через 4 или 5 дней после спектакля случилось 24 число, после нашей премьеры. А что случилось? Там висела кукла над сценой в военной форме. Мне в голову... То есть вообще в целом спектакль не имеет никаких... там нет ничего, что можно захотеть цензурировать.
кроме просто чувства такой свободы на сцене. И там висела над сценой кукла в военной форме, потому что по сюжету в этом доме когда-то жил генерал, и он умер. И мы решили, что вот эти люди, которые живут теперь в этом доме, они такие тусовщики, как примерно в этой мастерской бы они жили, они типа набили какую-то куклу генерала и повесили ее среди других инсталляций, которые там тоже висели. И какой-то телеграм-канал написал, что мы подвесили Сталина. Мы вообще охренели совершенно. Вообще никто этого не задумывал. И он как раз мне написал, что вот это те красные линии, которые нельзя переходить, снимите, и мы ее переодели в пальто. Ну, вот такой был момент. В чем красная линия? Ну, видимо, в глумлении над формой. Я так понимаю, что это статья какая-то. Наверное, он был прав. Ну, в смысле, что были бы проблемы после этого. Как ты относишься к его позиции по войне? Она публично же не высказывается никак, правильно? Мне он говорил, что у него позиция zero. Позиция zero. Звучит красиво. Я, перекладывая это на себя, лично на себя, да, понимаю, что я бы чувствовал себя в позиции очко, а не в позиции zero. Но не возьмусь его осуждать, извини. Потому что, наверное, он пытается сохранить театр и, может быть, не знаю. А дальше вот я не знаю его позиции. Я на самом деле не очень вообще понимаю сегодня, что вообще он думает по поводу. Потому что какие-то вещи, какие-то я ему впрямую высказывал уже в его творчестве, наводят на мысли о том, что у нас уже совсем разные взгляды вообще на политику в том числе. Ты прилетел сюда со съемок нового сериала? Да. Я только здесь узнал, что главную роль в этом сериале играет Настя Ивлеева. Да. Почему? Потому что в этой роли мне показалось, что она будет наиболее уместна. Ну, я имею в виду, из всех остальных претендентов она это сделает лучше всех. Про что этот сериал? Этот сериал про то, как девушка из такой лакшери, скажем так, жизни, достаточно распущенной, в том смысле, что она не думает о каких-либо ограничениях, моральных или каких-либо еще, принимает там все, что хочет, трахается со всеми, с кем хочет, попадает внезапно, не буду рассказывать как, в монастырь. Вот. Ну, там вынуждают ее обстоятельства. И там проходит некий путь. Есть ряд артисток, которые бы это достойно сыграли. Но я приблизительно представляю, как. И вот этот момент всегда, когда ты думаешь, вот надо взять эту актрису, блин, ну я прям понимаю, как она это сыграет. Он всегда тормозит меня. И интересно взять кого-то, про кого ты не понимаешь, как он это сыграет. И когда нам с продюсером Настя в голову пришла, мы прям запрыгали. Это может быть прям то, что нужно. И когда я ехал на пробы, ее пробовать в смысле, прям вот так вот, знаешь, что типа, блин, ну будь ты хоть чуть-чуть способной актрисой, а дальше я тебе помогу, мы все сделаем, мы разберем на площадке, я тебя прокачаю, выбью, значит, достану твои болевые точки, все будет в порядке. А она пришла на пробы с Тёмой Быстровым, который в фильме сыграл другую роль, но я попросил просто прийти, а он играет «Скажи ей мне». И он пришел подыграть то, что впоследствии сыграл Филипп Янковский. И она ему должна была рассказывать про смерть своей бабушки. Ну, и я заготовил какие-то упражнения, там, которые в Голливуде узнал, чтобы довести ее до слез, там, то все 50-е. А она просто села и так рассказала, что мы охуели все. У нее все случилось, все, что нужно. То есть она вдруг оказалась какой-то очень не пустой девушкой, не профессиональной актрисой совсем. И мы потом с этим сталкивались, и понятно, что она много очень не знала и не понимала, как. Но самое главное в ней было содержание, на нее было интересно смотреть, она была очень обаятельная, и в ней была глубина, и есть и боль, которой мы все ждем всегда. Тебя не смущал ее дебют в кино? Я слышал, что это который считается провальным. Неудача какая-то, но не видел. Ну, в смысле, я не стал смотреть. Зачем? Ты не стал смотреть? Ну, если она там плохо сыграла, значит, возможно, с ней не поработали. И я знаю, что если с артистом работать, он, так сказать, может тебя удивлять. Поэтому мне гораздо больше рассказали наши пробы о ней, чем если бы я посмотрел с ней какой-то проект. Ты показывал, там есть супер откровенные сцены, и в этом в целом ничего удивительного, если речь про профессиональную актрису.
Но это удивительно, когда речь про непрофессиональную и при этом суперзвезду. Она легко на это согласилась? Ну, я не могу сказать, что легко. Мы, к счастью, поставили основную такую откровенную сцену где-то через месяц после начала съемок. И у нас, мне кажется, просто возникло в целом такое доверие огромное друг к другу. Нас всех, я имею в виду группу, оператора Сережи Трофимова, который очень много видал и снял «Ночной и дневной дозор», и много еще чего другого, «Монгола». Очень она сильно впечатлила своей работоспособностью и своей смелостью и готовностью доверять нам и так далее, что когда был выходной перед этой откровенной сценой, в принципе, в сценарии-то не прописано, насколько она откровенна. И когда был выходной, мы сели с Настей и с Марком, который играет у нас главную роль, и поговорили вообще о том, что это такое будет. Я показал им сцену из сериала «Нормальные люди», достаточно откровенную, в том смысле, что там видно что-то, но настолько искреннюю и простую, и как бы, ну вот как это ощущение первого секса, когда все супер как-то чисто, когда он удачен, или какого-то секса с человеком, которого ты любишь, да? Когда все как-то приобретает какое-то таинство, ощущение таинства, магии. И мы про это все поговорили, и оно случилось, это чудо, мне кажется. Потому что солнце в этот день мы снимали в Вологде, где белые ночи уже близки, там и все такое, там очень короткая ночь, но она все-таки есть. И солнце не зашло, то есть оно село на закате, и потом такой вот этой вот красной полоской оно обошло нас вот так, и получилось, что как бы мы все время оказались на фоне этого солнца в разных его фазах. В фильме «Древо жизни» Малика всегда закат. Вот это самое классное, косое, светящее солнце. Но они построили для того, чтобы это снять, суки, расточители. 3 одинаковых дома, декорации, они построили в разных частях. Чтобы больше часов чтобы, съемки было. типа, они поснимали там на рассвете. Тут им, значит, бьет с одной стороны свет. Перешли собаки в тот дом, там им тоже солнце такое же светит. И чтобы они почти всю смену могли снимать в этом косом солнце. А нам вот просто повезло. 2 года ты был в отношениях с Катей Варнавой. В каких вы отношениях сейчас? Дорогая Юлия Меньшова, мы в хороших отношениях, дружеских. Вы расстались. Да. Но мы не живем вместе, во всяком случае. Почему вы расстались? По какой-то совокупности причин, которую, правда, трудно описать. Не было какой-то конкретной такой причины, что бац, там расстались, но просто... не знаю, что-то зашло в тупик, наверное. Какие-то вещи. Это правда, что вы поженились? Да. Это самая кратковременная свадьба. Когда вы поженились? В начале марта, кажется. Когда война началась, и все пошли в ЗАГС? Да. Вы тоже по этой же причине пошли? Ну, это было, да, одним из поводов. Вообще мы планировали уехать сюда вдвоем. Угу. Ну, то есть просто стало ясно, что это упростит процедуру ее документов в связи с тем, что я гражданин Америки. Возникла такая, это было очень спонтанно. Мы играли спектакль, по-моему, «Бульбу», и в гримерке я просто зашел, Катя говорит, мне кажется, нам надо пожениться. Я говорю, давай, вот так. И мы через там сколько-то дней оказались в ЗАГСе. А как... Не предполагая, естественно, что через какое-то не столь долгое время мы разойдемся. Это было крайне обидно. Люди уровня популярности Екатерины Варнавы могут так незаметно выйти замуж? Как видишь. И Ну, никто в итоге не спалил? заметно. Ты же об этом узнал. И где-то об этом написали. Об этом написали спустя несколько месяцев. Мне казалось, что если Екатерина Варнава приходит в ЗАГС, там просто Нет. вот такое происходит. Это был ЗАГС, где было очень мало народу. Спецприемник. Там какой-то был еще... Они сказали, вы хотите с ритуалом или без? Мы сказали, конечно, с ритуалом. И там была комната, значит, открылись двери. Я, по-моему, ржал вот с момента входа в эту комнату и до выхода, и Катя тоже. Но это было прекрасно. Сколько дней продлился этот брак? И не знаю, Юра, я мало не считал. Это очень грустно, что это так получилось. А вы уже развелись? По-моему, да. Я не уверен, но, по-моему, да. А можно развестись так, что ты не в курсе? Да, ты можешь не прийти 2 раза в суд, и тебя автоматом разводят. Как я узнал.
Причем был мощный случай. Вернулся со съемок в Петербург. Как раз у папы был, значит, и днем уснул, потому что была ночная смена. И вдруг там папа стучит, говорит: слушай, тут приходили, повестка в суд на Молочникова Александра Александровича. А дело в том, что папа тоже Молочников Александр Александрович. Я говорю: так, и кто из нас что сделал? И почему-то в голову не пришло, что это в связи с разводом. А зато много чего другого в голову пришло. И это, в общем, в нынешнее время так себе ощущенница. Но оказалось, что это было просто в связи с разводом. И, да. Тем не менее, мы с Катей в очень близких отношениях. Дмитрий Глуховский, когда вот мы говорили, он, правда, не очень хотел про это говорить, он коротко и ясно сказал: «Я говно». Про причины своего развода. Я могу так сказать, но не в отношении этого развода. Ну нет, из нас никто точно не говно. Я, безусловно, делал какие-то ошибки, за которые мне стыдно, но мне кажется, что мы разошлись обоюдно. Что тебе эти отношения дали? Очень много. Но главным образом дали Катю до сих пор. То есть у меня до сих пор есть очень близкий человек, которого безумно уважаю, люблю, и который ко мне кажется, так же относится. И мы вот друг друга до сих пор все равно имеем. В хорошем смысле слова. Во-вторых, я думаю, она очень много мне дала крутых качеств каких-то, ну, не то что крутых, но, в общем, получше меня сделала. Она сразу в нескольких интервью говорила, что хочу от него детей и собираюсь иметь от него детей. Да-да-да. Нескольких? Я видел только Гордееву. И Иди Галич, она, по-моему, говорила то же самое. Как ты реагировал на это, когда слышал? Положительно. Очень хотел тоже. Мы должны были ехать сюда и, в общем-то, здесь этим заниматься. Я бы учился, она бы тоже была тут. Подожди, а Катя собиралась ехать не учиться? На кого? Ну, тоже в... Нет. Что-нибудь на кого? У нее На много кинорежиссуру? талантов и способностей. Конечно, да. Нет, она не собиралась учиться. Она очень хотела ребенка давно. И она бы стопорила карьеру? Ну, на какое-то время. Причем могла бы ездить туда-сюда. Ну, как бы, чтобы этот период вот здесь быть, такой был план. Он был уже давно, кстати. Вот как вот мы сошлись, там через несколько месяцев у нас возникла эта идея, мы прямо очень загорелись оба. Нас она как-то очень держала вместе. Ну, это как-то круто выглядело. Ты представляешь себя сейчас батей? Отличный вопрос. Фигня вот в чем. У меня очень классный отец, который проводил со мной очень много времени. Он учитель, он заканчивает работу 3 часа дня. И он супер... Вот он, как ты, такой задрот правильности. Он все, у него вот распорядок, у него расписание. Он утром встает на пробежку, собака. Даже когда у него... Вот сейчас у него дочь, Мия, которая у него появилась, когда ему было за 50. И он, ну, нереальный папа. Я просто восхищаюсь, и то, как он мной занимался, как он ее воспитывает. Он просто вот он демонстрирует, что дети — это время просто тупо. Вот он просто тратит много на это время, ему это в удовольствие, и он не думает о том, что он много времени тратит, и не думает: ох, блин, дети, куда бы их сбагрить там, и так далее, как большинство моих знакомых. Вот. А я не похож на него в смысле профессии совсем. Я занимаюсь работой, которая, 24 часа в сутки. Меня она прет, и я сейчас, наверное, не готов как бы ее ставить на какие-то тормоза. Вот, поэтому я пока не очень предпринимаю уже давно, как вообще мне, это срастить. Я очень хочу детей. Я надеюсь, что, может быть, через несколько лет возникнет такой период, когда мне захочется, например, сценарий написать. И я захочу, вот, и будет возможность, как бы, знаешь, уехать куда-то, не ходить там на репетиции или на съемки, и год, например, заниматься сценарием, хотя бы первый год, чтобы я мог как-то распределить, да, чтобы часть дня заниматься сценарием, часть большую дня ребенком. Потому что, типа, если я буду фиговым отцом таким вот, который вечером сидит с кем-то за ужином, а на него кто-то смотрит и думает: где же сейчас твои дети, я себе просто этого не прощу. Ну, я часто вижу в ресторане своих знакомых каждый вечер, И я все время думаю: а где ваши дети, ребята? Дети с нянями. И я, если стану таким папой, я себе это не прощу. Ну, просто я буду понимать все время, я себя буду грызть, как бы. Вот. Ну и тормознуть то, чем я занимаюсь, я сейчас тоже не могу, наверное. Вот. Поэтому меня это как бы напрягает. Но в случае с Катей
Мы бы точно это решили. А Ну, то как? есть, А как? Как бы мы это решили? Ты же просто сказал, что вы собирались это делать вот типа с осени. Да. А А просто Катя золотой просто человек, и мы бы с ней как-то придумали, чтобы все срослось. Просто Катя волшебная, и все. Было бы чудо какое-то, все бы получилось. как же ты упустил это волшебство? Мудак, наверное. В этом смысле, конечно, мудак, да. Ну, в смысле того, что просто вот жизнь мне подарила такое, и это не вышло. Мудак. Но... Ну вот, точка. Я английский пятиклассник, а вот как я был здесь в 5 классе, так он и остался. Серьезно? Такой свободный, разговорный, вот это все. Слушай, And I went like. А с точки зрения времен и всего остального, то есть ты легко... Не, нормально, я грамотно говорю по-английски, но мне, я думаю, предстоит какой-то ад, потому что нужно будет читать сложную кинематографическую литературу. Да. Да, думаю, мне будет тяжело очень, да. Ты здесь познакомился с деканом, и она из Эфиопии, да? Да. Когда я сказал, что был в долине реки Ома, она так прям бабам. В общем, есть шанс, что... Если кто-то не в курсе, Саша Молочников еще и автостопом проехал сколько стран Африки? Ты очень подробно у Синдеева рассказывал про это. Ну, 6 или 7. Не так много, на самом деле. То есть это то самое шило в Да. этом. А сколько тебе было тогда? Что-то автостопом, что-то на мотике. Вот я упал с мотика. Мотики. На мотике. На мотике. Как сладко. Нет. Я, видишь, долбанулся в Эфиопии как раз. С тобой, помимо всего прочего, очень интересно обсудить природу кинокала. Кинокала? Так. Я даже чувствую сейчас, о чем пойдет речь. Как так бывает, что талантливые люди оказываются в провальных фильмах? Как так Как бывает? актеры? Режиссеры, актеры оказываются в абсолютно провальных фильмах. Вот мне хочется просто на молекулы это разложить. Давай. На 2 примерах. Давай сначала со свеженького. Так. Кинокала. «Орел и решка» кино. Как ты там оказался? Заработок. Тебе нужны были деньги. Да. Больше причин не было. Ну, с Катей еще мы как бы вместе поработали бы и провели время вместе летом за границей. При этом работая. Почему нет? Ты читал сценарий? По-моему, нет. В самолете на съемке? Ты знаешь, я его читал давно, когда мне предложили его снять. Давно мне предложила Нателла его снять, и я отказался. Вот. Или она отказалась, не помню. Вот. А тут читал... Ну, мне примерно было понятно, про что он. Я как-то его, да, пролистал. Это чудовищно. В смысле, так нельзя делать. И это... Я как бы вложил свою лепту в то, что это стало калом. Но вот так. Во-первых, смотри, Нателла... Не стало калом, окей, не получилось. Давай. Что-то я заражаюсь твоей лексикой. Смотри, Нателла Крапивина спродюсировала очень неплохое кино «Кислота». Да. Ну, то есть она понимает, как может быть. Она просто своими руками знает, как может быть. Может быть. И как вот она через там... Но они это продюсировали в сопродюсерстве с Сабиной Еремеевой, опытным продюсером артхаусного кино. Понятно. А тут уже без нее, соответственно. Ну, это совсем другой проект. Это ее проект. Она же, насколько я понимаю, автор проекта «Орел и решка». Изначально один из... стоит у истоков передачи. Поэтому сам Бог велел ей одно это продюсировать. А вот как получается, что уже в первых минутах вы снимаетесь там радостные с Сашей Бортич на пляже, и это зеленка, это хромакей. То есть видно, что вы не на море. Ну, это просто, типа, жалко денег. Ну, наверное. Не, ну как, денег, нифига себе, это надо... Там мы, по-моему, то в Париже, то на море, то там где-то еще. Это что, везде экспедиции, что ли, организовывать? Либо больше тратить денег на графику. Если ты заметил, что это графика, значит, она дешевая. А кино нельзя снять, чтобы вы с Сашей поехали, и еще там 6 человек с вами все было. Я уже не говорю про 2. Можно. Но там же просто, там же Можно. 3 секунды, что она к тебе вот Нет, на ну, руки. во-первых, никто не будет тратить 3 секунды, даже если бы мы вдвоем поехали, это что, билеты туда-сюда, еще куда-то, время, это получается это ее смена, то есть смена Бортич там сколько-то стоит, то есть нужно оплатить, что она едет сюда. То есть это глупая трата, учитывая хромакей, нет, можно было бы больше потратить на графику, и ты бы не видел, что это графика. А графику можно сделать такой, чтобы... Думаю, да, в Голливуде ты не видишь, что это графика. Иногда я вижу. Ну, значит, тебе не угодишь.
Ну, вообще, кино уже много лет снимается на хромакей прекрасно. Никто ничего не видит. «Мстителей» ты смотришь и думаешь, мама дорогая, а это все павильон. Просто они почти не выходят из... И что, и мост не взрывается за ними там, нет? Представь. И просто цепью там какое-то гигантское чудище не Посмотри фильм о разламывает. фильме, это просто какая-то грусть. Для меня это грусть, потому что бегают люди в каких-то чехлах резиновых с датчиками по зеленому павильону, ничего этого нет, они просто все это отыгрывают, значит, поднимают какие-то резиновые штуки, и вот так изо дня в день. То есть, мне кажется, вообще нет ничего заунывнее съемок «Мстителей». Хотя, наверное, мне кажется, что они все клево играют. В конце фильма там случается в этом Восточном Королевстве свержение диктатуры, и приходит человек Да? там с Конституцией. А ты вообще настолько не помнишь? Я его не смотрел. Не досмотрел, Ну, вернее. ты же там снимался. Да. И там происходит свержение диктатуры, и ты на это смотришь, обнимая Сашу Бортич, свою партнершу по фильму. О чем ты думал, когда вот там свергали диктатуру? Блин, я клянусь тебе, я, по-моему, не въехал, что там свергают диктатуру. Я просто обнимал Бортич и думал о том, что сейчас вот надо будет поцелуй играть. А через 30 минут закончится смена. Это тоже. Было жарко, и я уснул там, по-моему, перед этим. Проснулся, а уже надо что-то делать. Столько книг я не прочитал, сколько прочитал на этих съемках, по-моему, за всю свою жизнь. Почему? Ну, потому что ты как бы чувствуешь все время, что ты немножко занимаешься не своим делом. Грешишь? И да, грешишь. Как один артист провинциальный в фильме документальном о провинциальном кино гениально говорил, я перед выходом на сцену, а он играл в спектакль «Доктор Айболит», где вот это типа вот короткометражки «Проклятие», вот это вот. И чу, я слышу пушек. Вот он, Великая короткометражка. великая. И вот он говорил, я свою душу перед спектаклем вот так вот за кулисами кладу и пошел играть. Потом вернулся и положил ее обратно. Вот так вот. Я-то просто когда смотрел... Так вот, пока я, извини, вернее, когда я ее клал обратно, я прочитал там, я прочитал Киркегора, блядь, я прочитал Памука, то есть я вообще прекрасно проводил время. Просто я когда смотрел, думал, что, может, вот Молочников согласился ради этой сцены, чтобы вроде бы совершенно бессмысленный, плохо сделанный ромком, но в конце случается какая-то вещь, когда показывают, что все-таки диктатуре может прийти конец. И, может быть, Молочников, который так не любит текущую российскую власть, все, что может, делает, чтобы что-то поменять в стране, может быть, он ради этого пошел, чтобы хотя бы в кино увидеть свержение. Блин, мне так приятно, что ты обо мне такого хорошего мнения. Не, уже не я, такого, потому что ты сейчас вынужден просто тебя сказал, разочаровать. что я нафантазировал просто за тебя. Ты, пока мы здесь перемещались, советовал нам посмотреть короткометражку «Лалай-балалай». Да, моего однокурсника и товарища Руслана, брат. Почему? Я посмотрел ее. Почему? Ну, мне кажется, это очень живо, неординарно и идеально для короткометражки. То есть такая емкая, одно решение емкое, офигительно играют все актеры. И образ создается, из маленького решения создается такой образ вообще, не знаю, дальше уже каждый решает сам чего. Можно сказать, что России, можно сказать, что... Ну вот, надо пересказывать, я не знаю. Нет. Вот, да. Можно сказать, что просто какой-то нашей жизни такой бесконечный и абсурдный, и никуда не ведущий. Ну или Россия, которая по кругу движется. Да, был такой спектакль Марталера немецкий, где «Три сестры», где герои поднимались по лестнице и спускались вот все время. И это тоже в этом было такое однообразие цикличное. Не думаю, что брат его смотрел, но он мыслит масштабами Марталера. Братов — новая звезда русской режиссуры? Пожалуй. Вот сейчас у него вышел фильм «Экспресс», который взял приз на фестивале «Окно в Европу». Был такой фестиваль, не сильно популярный, а за отсутствием кинотавра стал, видимо, главной площадкой новой России. Но неважно, он не привязан никак там к... Просто это фестиваль, на который поехали все, кто снял в этом году кино. И кому некуда ехать. Которые должны были кинотавра. ехать на кинотавр, которые могли поехать на зарубежные фестивали и не поедут. Вот. Брат вот выиграл там 3, по-моему, приза. И заебись. Фильм «Мифы». Как ты оцениваешь спустя 5 лет это кино? Ну, как очевидно, не получившееся, в том смысле, что он, и не собрал, и на фестивалях не имел никакого успеха. Мне кажется, вот честно, это, может, ужасно звучит, и я должен как-то, посыпать голову пеплом без конца. Мне кажется, что там есть вещи, за которые мне совершенно не стыдно, то есть там есть какие-то откровенно получившиеся сцены,
Но думаю, что он абсолютно не цельный. И в целом он, конечно, не получился вообще сейчас как кино и на уровне сценария. И просто это, вот, знаешь, вот этот анекдот про на борту нашего самолета есть бассейн, боулинг, там, бильярд, клуб, а теперь посмотрим, как эта хуйня взлетит. То есть вот это ровно мифы. Как бы набрали и таких, и сяких, и пятых артистов, еще мюзикл, еще все танцуют, и как бы все вместе не очень работает. Ну, мне было 24 года, вообще не жалею. Очень, мне кажется, круто, что то, что должно быть дебютом, вот фильм «Скажи ей» — это такой типичный дебют, да? Ну, типа фильм про детство, там, та-та-та. А мифы — это вообще что-то очень странное для того, чтобы человек начинал свой путь. Мне кажется, если у меня получится стать режиссером нормальным, и я сниму серию каких-то приличных фильмов, то я вообще буду козырять фильмом «Мифы» и говорить всем: смотрите «Мифы». Если мне Канны дадут, то я буду продвигать «Мифы» очень. А эта попытка была сделать что-то среднее между «Ла Ла Лэндом» и типичным фильмом Вуди Аллена. Да, при том, что «Ла Ла Ленд» вышел, по-моему, после того, как мы сняли. И, конечно, это было уже ударом, потому что было видно, как вообще делается мюзикл. Что чуть лучше сделали. И насколько несерьезно мы, да, за это взялись, но чуть-чуть лучше. Да, а Вуди Аллен, да. И я тогда как раз проперся вообще его языком, его юмором и пытался в эту сторону юморить. Это тоже не получилось. Я сам писал сцены, они в большинстве своем не работают. А вдохновлял тебя что в первую очередь из Вуди Аллена? Энни Холл? Многое. Энни Холл. Вообще способ его вот существования актеров, вот эта легкость невероятная. Вуди Аллен даже, на самом деле, вот мне кажется, как ни странно, это такой чуть-чуть Чехов, при том, что он все время к Бергману апеллирует. А вообще-то, на самом деле, если взять не вот те попытки сделать Чехова, которые на самом деле ужасно тоскливые, вот эти люди в знойной жаре, там что-то, а такие, как «Неоконченная пьеса» Михалкова, когда вот что такое происходит, и как бы вроде бы все хорошо, а на самом деле рушатся судьбы, и вроде бы все веселятся. Вот, в принципе, вот это ощущение такое минорное в мажоре, оно у Вуди Аллена тоже есть. Вроде бы все время ему круто, какие-то женщины, он встречает, куда-то несется, какие-то встречи, какие-то друзья, Манхэттен, Нью-Йорк. А глобально вот совершенно ясно, что это какой-то обреченный персонаж, потому что он знает, что такое про жизнь, главное, что ведет к абсолютному упадничеству. Вот как и чеховские герои. Они как бы понимают, что все это тлен. И вот это вот какое-то начало алленское, оно очень чеховское. И мы пытались что-то такое найти именно вот в линии этого Грека, Милоша Биковича и Паулины. Но это все как раз, мне кажется, не получилось. А вот, мне кажется, например, линия Безрукова там отлично. Мне она до сих пор нравится. Там есть чиновник, который, к которому женщины приходят в ложу для того, чтобы заниматься сексом и не смотреть театр. Я правильно понимаю, что это же списано с какого-то слуха, с какого-то реального человека, который арендовал ложу для этих целей? Со слуха. Я понятия не имею, какой такой есть реальный человек. Ты слышал об этом? Я слышал, в театре ходил такой слух, что кто-то приходит, значит, да, и во время спектакля закрывает занавески в ложе и занимается там любовью, да. А может, он там рабочие вопросы какие-то решал, а не... Возможно, но с девушкой. Нет, соответственно, дальше уже фантазия. То есть было известно, что кто-то пришел и закрылся в ложе от спектакля. То есть он пришел в спектакль и подумал: так, это лишнее в данной Пришел ситуации. или приходил? Не знаю, по-моему, был. Там было 2 случая, которые меня заразили, и надо было выбрать. Один такой, а второй, что действительно был отчет главы пожарной безопасности о том, что во время спектакля были найдены слепые, которые занимались сексом на балконе. Вот эта ситуация, надо было ее выбирать, она до сих пор меня как Слепые? заводит, да. То есть, видимо, они вроде решили, что нет никого, не знаю. Ну, в общем, не знаю. Зато в фильме «Мифы» секунд на 15 появляется группа «Анакондас». Ты, возможно, даже не в курсе. Вот. Но тогда еще не настолько популярная группа. Она... В моменте, когда чиновник едет и врезается в смарт Паулины, у него на навигаторе, и там играет, насколько я понимаю, Белиши «Анакондас». Ничего себе, я не Ты знал. даже не знал? Нет. Пацаны, максимальная поддержка вам. Болеем просто Да. все. Я не слушаю вас, но я вас поддерживал еще, видите, с 15-го года. Как выяснилось. Это Халид, мой гид в Ираке, благодаря которому удается безопасно передвигаться. Как видите, он спокойно курит, но так здесь было не всегда. Хоть курение вредит здоровью, ничему здоровью оно так не вредило, как жителям Мосула времен ИГИЛа. Ты в Ирак гонял, потому что у тебя шило в одном месте.
Да, наверное. А как ты сам объясняешь, вот эти все поездки, они что тебе дают? Это же, ну, скорее профессиональное, чем личное. Это только профессиональное. Ну, меня так мастер, наверное, учил. Он нам говорил, что он, когда становился режиссером, он бывал в самых разных местах, он спускался в шахты, он нашел... У него первая пьеса была про людей, которые живут, не помню где, по-моему, в Байкальском, что ли, в Забайкалье где-то, в норах какие-то ну, в общем, не знаю, что они там делали, что-то строили. Они выкапывали в земле себе у каком-то устья реки норы, и там жили. Вот он их нашел, и что-то с драматургом, они про них написали. Это такой театр-док советский, на самом деле. Вот, это 60-е годы. А мне... Ну, как кажется, да, что то, о чем особенно все говорят все время. Рядом с Раком я просто был, я бы, наверное, специально туда не поехал, но мы были буквально в 20 километрах от границы, мы снимали, и подумал, блин, ну я этим Раком живу полжизни своей. Тут мы выходили на протест, там все время как бы фонит в жизни нас всех, и Рак, и Рак, и Рак, и Рак. Ну, вот, мы поехали. Почему тебе важно работать именно в России? Очень трудно объяснить. Реально трудно, я правда не знаю, как это сделать. Что такое русский театр? Что так... Вот Игорь Миркурбанов, прости меня, я расскажу эту историю, но я тебя очень люблю. Режиссер Миркурбанов, актер Миркурбанов, он и режиссер, кстати, тоже. Большой театральный артист, очень с большим бэкграундом. Его может не знать какой-то зритель, но в театре он прям суперзвезда. С очень крутыми режиссерами работал, все такое. Очень тяжело репетирует со мной. Видно, что ему все не нравится. У него очень большое энергетическое поле. Оно тянет вниз вот все. И всех как бы... Репетиция — это же такая вещь, вот, ну вот как в интервью, да, может случиться какая-то живая фигня, которая наверняка тобой считается суперценной. Ну, когда вот из диалога, бац, что-то непросчитанное выскочила, такая импровизация, какое чудо какое-то. И она там, не знаю, вырезана и разошлась на мем. Вот в репетициях, по сути, это ожидание таких чудес в том числе. И ты никогда не знаешь, будет оно сегодня или нет. Поэтому ты волнуешься, когда ты идешь. Поэтому ты пытаешься создать такую атмосферу, в которой оно, может быть, возникнет. Это все очень непредсказуемо, тонко и прочее. А цель потом это в спектакль перенести? Ну, возможно. А может быть и нет. Это не так важно. Важно, что и даже если это не войдет, все чудо это почувствуют, и возникнет, может быть, что-то еще другое, что уже войдет. Но все выйдут в таком наполненном каком-то состоянии. Мир Курбанов, значит, сажал это все, не давал вообще продыху. Мне очень важно, чтобы на репетиции была свобода такая общая, чтобы кто-то, может быть, что-то предлагал, но, в общем, чтобы никто не задумывался о том, как он выглядит там, и так далее. Это все многочасово происходит в пыли там, и так далее. И вот он, значит, приходил, и как-то я его пытался так-сяк, все время себя чувствовал ужасно. Он очень много работал там, в том числе и с Богомолом. Я прям понимал, что он хочет от меня одного, а я хочу от него другого. И все мы не совпадали. И где-то там что-то прорывались, опять, все тормозилось. И уже на сцену вышли с какими-то прорывами, не то, что это всю дорогу так было. Опять, он тянет. И я понимаю, что он крутой при этом, и что я как бы не могу, у меня не получается его взвинтить. И сцена, где там две линии в спектакле «Бульба-Пир», они сходятся в финале. И он впервые как бы оказался с героями другой линии, которых он фактически не видел на протяжении репетиций. И все они его так прям раздражают, прям видно, что, близко. Он говорит: слушай, Саш, может, я там сбоку встану? А все в микрофонах, еще все слышно. И прям после этого, знаешь, у всех такое адское настроение. И я выстроил сцену, как-то сделал. Вроде она даже работает. В принципе, можно так и оставить и пойти домой. И вдруг что-то такое меня прошибает, вот просто как голос, знаешь, и говорит мне: если сейчас ты не сделаешь чего-то эдакого, то спектакль просто не получится. Если ты сейчас эту как бы вот это общее, притворство, что мы работаем, а на самом деле мы все как-то вот так вот существуем, не сломаешь, то у тебя ничего не получится. И что-то, вот в этот момент ты уже не ты, тобой что-то движет. И я просто в итоге уже задним числом вспоминаю, что я в микрофон кричу такую фразу: Игорь, скажи, а вот что нам надо всем сделать? Может быть, отсосать у тебя по очереди, чтобы у тебя хоть чуть-чуть поднялось настроение? Но ты должен понимать, что это очень мощная фигура, Игорь Миркурбанов. Он так на меня смотрит. И все тут же встает на грани того, что он сейчас из спектакля уйдет. Ну, то есть я не мог ему так сказать. Это не то, что вот мы с тобой там.
Он выходит со сцены, идет куда-то, и у него не отключают микрофон. Ну, звуковики не соображают. И мы еще слышим с собакой, сидя в зале, что он говорит. А он там кого-то встречает и говорит: блядь, какой-то кошмар вообще, я сейчас нахер отсюда уеду, что, блядь, происходит? Какой-то ужас он у меня, что он вообще говорит, что он себе позволяет? Значит, он выходит, курит, возвращается, и охренительно играет сцену. Ровно как я хотел. И через какое-то время он подходит к Кате и говорит: ты видела? Ты видела? Он меня выебал. Прям при всех. Это было так круто. Это было так охренительно. У меня такого давно не было. Вот попробуй ты эту ситуацию вообще переложи вообще в какую-либо другую страну. В Америку с ее новой этикой, я не знаю, там, всеми ограничениями морали, того, что можно, что нельзя говорить там, и так далее. Это странноватый, может быть, пример русского театра, но на самом деле это пример какой-то вот борьбы характеров, настоящей войнушки такой. И в итоге мы в супер вообще отношениях стали, сблизились. Он очень круто играет этот спектакль. И главное, он соучастен в нем до сих пор. То есть спектакль идет уже какое-то время, и я приезжаю, и мы все равно продолжаем говорить про эту роль. То есть она не умирает. Мы продолжаем сказать, что-то спорить. И нам круто, нам интересно друг с другом. Он сейчас и в кино у меня снялся, и я с удовольствием еще бы с ним работал. Вот я не думаю, что я что-то такое найду здесь. Не в смысле, что мне надо кому-то кричать какие-то неприличные слова, а в смысле, что это такая настоящая человеческая, на самом деле, история. Такой конфликт мощный, который приводит к близости, к дружбе подлинной. Что ты думал в эти дни, еще как бы исходя из нашего разговора, уже частично прошедшего, что театр, конечно, его сила в свободе. То есть мы все время говорим отдельно о свободе, отдельно о театре. А на самом деле театр и есть свобода. И у нас был такой момент, это просто один из. Мы репетировали «Бунтарей», которых ты видел. И в какой-то момент репетиции, это вот трудно, мне кажется, понять человека, который этим не занимается. Мы репетировали «Бунтарей», да, и не могли начало найти спектакля, а он в итоге начинается с песни, которую поет Ворожцов Паша, и все остальные просто на сцене как бы проводят время. Ну, такой сейшн так называемый, как пел Науменко. Сегодня сейшн в Ленсовета, па-вам-пам-пам. И не пойти ли мне туда, да. Короче. И мы не могли вот это вот, как это сделать, чтобы актеры, которые привыкли играть роли, вышли, текст сказали, какая-то сцена прошла, чтобы они вот просто как-то тусили, но при этом это было интересно и какую-то имело структуру. И я говорю: ладно, давайте не будем репетировать ничего сейчас, вот просто я включаю музыку, и вы все как-то существуете, только мозг оставьте вот в другой комнате где-то. И Женя Сытый, такой актер из Кемерово, который умер, к сожалению, и абсолютно свободный чувак, безбашенный, совершенно крутейший, его там очень Боря Хлебников любит и все. Значит, он стал в этом танце, что-то он вытащил ремень, снял футболку, потом снял штаны, ему лет 50, у него такое брюхо было. Вот, и, значит, вел себя, супер раскованно, и при этом очень обаятельно это все было. И постепенно все остальные, а там человек 20 разных очень мхатовских актеров, и помоложе, и постарше, стали как-то странно себя вести. И продолжалось это, Юра, часа полтора. Я не мог это остановить. Я ставил трек за треком, и никто не спрашивал, а куда, во сколько закончится репетиция, а что, блядь, мы вообще уже делаем. Просто полтора часа психодела, без приема каких-либо веществ. Это и было гораздо круче любого трипа психотропного, потому что мы просто кайфовали все друг от друга. Вот это, такие вещи, которые, мне кажется, возможны только в России, в театре. И что ты взял, что только в России? Нет, не только. Знаешь, я тебе скажу, потому что вот здесь это сделай, вот в этом городе, где ты идешь, и кругом фрики, которые, всю жизнь так живут, вот так не пойми, что делают, кто-то там, одна тетка, другой кричит, а я, you. То есть они как бы так существуют тут. То есть как бы в такой свободной стране, как Америка, это не было бы чем-то особенным. Когда ты в России этим занимаешься в репетиционном зале, ты вдруг чувствуешь, что ты, нарушаешь какую-то границу внутреннюю. Не то, что нам кто-то запрещал это делать, но просто в целом мы ментально довольно скованные. А тут как бы происходит вот какая-то странная такая движуха. И, конечно, ой, Юра, я не знаю, как без этого всего жить, честно говоря. Вот это действительно больно. А не в том ли твой страх, что ты со своей открытостью, вот этой вот психанутостью, ты в России особенный, а здесь ты просто особенным не будешь? Да, может быть так. Может быть так, что будет трудно. Да нет, это не отрицает же того, что здесь можно что-то делать другое и быть особенным в другом. И наверняка это найдется.
Ну, просто вот есть такая какая-то дикая ностальгия по этим временам у меня. Вот «Бунтарей», мы с Вдовиным Игорем познакомились, который основал когда-то Ленинград, и тут вдруг к нам вписался, а потом мы приехали с этим спектаклем в Петербург, и на него пришли гитарист Цоя Каспарян, люди, которые финансировали когда-то поп-механику Курехина, и они говорят, блин, мы как будто вернулись, типа, туда. Ну, круто. С начала войны все вновь перечитывают 1984, но ты как большой любитель чтения и как человек, который во время съемок в Нетленке «Орел и решка» в кино прочитал много книг, посоветуй что-то альтернативное. Это По теме. не будет очень чем-то свежим, может быть, для тех, кто читает, но точно нужно прочитать. Тут скорее те книги, просто о которых я думаю в последнее время, да. Нужно прочитать, конечно, роман «Повелитель мух», обязательно. Ну, это вообще в некоторых школах он был. «Жизнь и судьба» Гроссмана, 100%. Это просто вот вообще, особенно вся линия Штрума, это, конечно, сегодняшний день. И, пожалуй, ну, вот эта история одного немца. «Осень патриарха». «Осень патриарха», безусловно, да, Маркеса. Это круто. Но, значит, «Осень патриарха» — это такая романтическая очень история тирана, да? То есть там все жутко, но там, например, есть какие-то потрясающие образы, которые нам не светят, но о них просто приятно представить. Типа там, что когда он стал глохнуть, он настолько, вот этот патриарх, никто не мог ему сказать, что... Речь типа, про диктатора, если что, да, не про служителя церкви. Никто не мог ему сказать, что у вас портится слух, и степень лжи дошла до того, что он приказывал капать птицам в глаза кокаин, чтобы они громче пели, потому что ему казалось, что они тише стали петь. Это вот такой вот... это Маркес. Или, например, в «Жизни и судьбе» есть вообще мой любимый эпизод, конечно, когда там в двух словах займут, это не спойлер. Ну, окей, это спойлер, но в двух словах так. Там очень много сюжетных линий, это как «Война и мир». Это гигантская такая книга. В одной из линий гениальный физик-ядерщик, который думает, что он дико крут, то есть, вернее, он действительно дико крут, и ядерная наука в начале романа еще не так востребована Сталином, как позже. И он пытается каких-то сотрудников в институте сохранить с еврейскими фамилиями, чтобы их не увольняли, все такое. И, в общем, его увольняют в итоге самого. И вот он где-то высказывается еще на каком-то пленуме, его выкидывают из института, он никому не нужен, живет какой-то жуткой жизнью, вот этой вот, когда нет вообще работы. Дело, так сказать, узнаваемое уже сегодня, именно из-за его политических взглядов. И вдруг ему в квартиру звонит Сталин. Ему звонит Сталин, он жене пишет на газете, типа «Сталин», она его крестит. И Сталин говорит, вы нуждаетесь, у вас есть какие-то проблемы, может быть, вам не достает какой-то литературы? Он говорит, нет, у меня все нормально. Вешает трубку и понимает, что с этого момента у него все будет зашибись, что сейчас ему будут звонить из института, возвращать, он вознесется. Почему? Потому что в этот момент стала востребована ядерная наука, и, собственно, бомба нужна была. Вот. И он бегает по квартире и орет, моя башка гениальная победила систему. Я победил, им нужен мой мозг, и я оказался сильнее. Мне Сталин позвонил в квартиру. И проходит какое-то время, именины его дочки, приходят те, кто его уволили, НКВДшники, там какое-то начальство института, и все так любезно друг с другом. Он говорит, вот я думал, что Сергей Петрович ужасный человек, а я с ним познакомился поближе, он оказался отличный грибник, разбирается там в сортах того-то всего-то. И ты уже начинаешь понимать, что дело пахнет керосином. И ему так говорят, слушайте, вот тут «Нью-Йорк Таймс» опубликовал статью, что якобы расстрелян некий режиссер Мейерхольд, что якобы у нас там, значит, прессуют всяческих культурных и научных деятелей. Подпишите, что это не так. Он ходит в ванную, в ужасе понимает, что это все, это конец на самом деле. Что он или подписывает сейчас, или нет. И у него там большой, очень мощный монолог. И не спойлери, что он выбрал. Я не буду спойлерить, что он выбрал, но там... Нет, я буду спойлерить, что он выбрал, потому что там есть гениальная фраза. Ему говорят, то есть он долго-долго-долго рефлексирует, мучается, понимает, что если он скажет, я же в этом не разбираюсь, я же вне политики, ему скажут, вообще-то вы всегда прекрасно разбирались. Да, но вот, может быть, вы уточните какие-то формулировки? Да, давайте, какие формулировки? То есть везде тупик. А отказаться, это значит, что опять бессонная ночь, опять увольнение, а может уже и арест. И вот он выходит, говорит, подписывает. И говорит, простите, кто еще подписал? Может быть, Курчатов, Йоффе, там, такой-то, такой-то. А НКВДшник, охреневший, что тот подписал так легко, говорит, так вы подписали, теперь поди не подпиши. Вот это вот, конечно, сегодняшний день.
Еще такая маленькая вот история и из того времени, да, потому что все равно, правда, чтобы понять сегодняшний день, ты все время, я себя, по крайней мере, вбрасываю туда в 30-е, да, когда закручивалась большая гайка большого террора. Вот был театр такой, камерный театр он назывался. Почему-то Серебренников всегда сравнивают с Мейерхольдом. Вообще, на самом деле, Гоголь-центр, мне кажется, чем-то похож на камерный театр. Они имели очень большой международный успех, у них были крутейшие туры гастрольные. У них был очень странный такой, местами, может быть, в моем представлении, кабаретный театр, очень какой-то фантазийный. Их многие не понимали, их не любили коллеги. И когда начали подтравливать театр Таирова, коллеги просто обрушились. И артисты, и внутри театра, что нас достал, значит, такой руководитель, как Таиров. Таиров был руководителем камерного театра. Больше того, ужасно, но Константин Сергеевич Станиславский писал, то, что они делают, это не искусство, нам такое, типа, не нужно. Вот. И в итоге это кончилось тем, что они взяли пьесу «Богатыри», ее перевод сделал такой поэт Демьян Бедный. И она внезапно, это очень странно, что в советское время это как бы поругивалось, она показалась недостаточно воспевающей русский богатырский эпос. То есть вот сегодняшняя абсолютно, да, тема для того, чтобы прессовать. Недостаточно, значит, хорошо, они говорили о богатырях, и вдруг почему-то в атеистическом Советском Союзе о крещении Руси они недостаточно уважительно высказались. И, короче, их по полной приложили, и, собственно, на этом это кончилось увольнением Таирова. И он с женой Алисой Куонен, очень известной актрисой, сидел дома, и вот он вдруг проснулся, там есть описание его утра душераздирающее, не зная, что ему делать, без работы. Он блуждал по Москве в поисках театральных афиш своих спектаклей. Его видели, как он стоит иногда, задумавшись и потерявшись перед театральными афишами в поисках своей, да, и он сошел с ума. Он говорил до последнего своей жене: просыпайся, делай утром гимнастику речевую, живи так, как будто вечером будет спектакль. Это как раз признак, в общем-то, здоровья. То есть как бы поддерживай себя в форме. Мало ли мы еще понадобимся. Но сам сошел с ума и вот, видимо, умер на фоне этого сумасшествия. Я часто думаю о Таирове в последнее время, правда, пересмотрев еще, в общем, передачу про него. И надо сказать, что Немирович Данченко, нелестно отзывающийся о Мейерхольде в его тяжелые дни, написал Таирову такое письмо. Мы с вами, грубо я пересказываю, абсолютные оппоненты в театре были всегда, как полюса. Мы воевали друг с другом с открытым забралом. То есть открыто были как бы творческими врагами. Но в моменты нашествия пошлости и притеснений мы должны быть вместе. Я бесконечно уважаю вас там как художника. Это, конечно, та солидарность нереальная, которой очень не хватает. Ни один человек, как сказал, я не сравниваю себя с Таировым и этого человека со Станиславским, с Немировичем, но когда меня выгнали, в общем, из МХТ, Дмитрий Анатольевич Крымов мне увидел меня и сказал: Саша, вы как? Больше ни один режиссер. Актуальное кино? Всегда. Думаю, к сожалению, что будет актуально столько, сколько существует вообще вот некое ЧК такое. Да. Более жесткого фильма именно про это никто не делал. Но он не совсем про чекистов. Он так просто про это, то, как это устроена как бы система. так ощущается, да. Ну и вот давай назовем ее чекистская система. Ну, это как бы вот это вот... Знаешь, я всегда представляю вот этот вот... в «Мстителях» вот эта вот гусеница, которая залетает сверху в Нью-Йорк, помнишь? Там, ну, из дырки влетает такая длинная хрень, не помнишь? И они там все с ней борются, и она летает так по городу. Вот когда на протестах находишься, вот это все движение ОМОНа, оно почему-то у меня очень с этим ассоциируется. Какая-то железная, непобедимая, жуткая хрень, которая нагоняет ужас еще, когда ты не рядом с ней, она где-то за углом, это вот самое страшное. Эта гусеница тебе напоминает систему? Ну да. Ну да, да. Оно, знаешь, это как-то на уровне вот ощущений. Этот запах какого-нибудь ментовского участка, эти люди с какой-то, по-моему, не очень веселой жизнью, я имею в виду сотрудников. Ну, не очень счастливые люди в целом. И вот это царство как бы насилия, на самом деле, гопоты. Ведь страшное в этом фильме для меня не сам маньяк, и то, насколько он жуткий. Понятно, что маньяк — это патология. А страшно все остальное. Его друзья, вот эти менты, подельники, какие-то чувачки, которые тоже там работают. Этот город вообще. Вот этот Ленинск, вот эти вот железные вагоны, вот эти вот взгляды в окно, когда мимо едет. То есть, побыв сейчас в Вологде месяц на съемках, мне
кажется, я еще раз для себя понял актуальность этого фильма. Ужас вот в этой какой-то абсолютно безвыходной среде, где вечернее шоу с Соловьевым — это реально самое яркое. Ну, потому что там хотя бы какая-то движуха происходит, что-то мелькает. А в остальном у тебя есть там некий один магаз с водярой, и, в общем-то, другого досуга нет. Ну, потому что нет в этом городе, где вот мы снимаем, кинотеатра. Его там нету. Надо ехать. А другого досуга тем более. Поэтому что ты можешь делать вечером? Нажраться. Либо вот сидеть перед телеком. Вот и выбор. Вот это, как это «Мама» в «Грузе 200». Черненький. Кинокритик Мария Кувшинова, когда война началась, она на сайте «Холод» написала про «Груз-200». Там большие дискуссии были про имперскость Балабанова, про наследие, про то, какую роль фильм «Брат» вообще играет в том, что происходит в Украине. Да. И у нее очень интересный текст был про это. Ссылка на этот текст вот здесь. Хочу зачитать тебе концовку текста, как тоже поклоннику фильма «Груз-200». Мне интересно, что ты про нее думаешь. В 2007-м, когда фильм вышел в прокат, многие критики находили внешнее сходство между милиционером-маньяком и Владимиром Путиным. А девушку, прикованную им к кровати, сравнивали с Россией. Сегодня я думаю, что Россия в этом фильме — невменяемая и нежно любимая сыном мать, сидящая перед телевизором и не понимающая связи между мухами и трупами в квартире. А девушка — это терзаемые империей колонии. А Украина — это приходящая в финале Антонина с ружьем. Есть ли надежда на то, что в квартире что-то изменится? Ну, слушайте, дорогая Кувшинова, я сейчас просто вспомнил кадр после того, как пришла это в понятие Кувшинова и Украина, хлопнула эту девку, я все время думаю... мента. И я все время думаю в этом фильме, а ее же никто не найдет. То есть вот вообще в каком состоянии останется эта квартира с убийством маньяка, да? Дверь открытая останется. Ну, допустим, может Дверь быть. останется. Не знаю, я об этом не думал. Я вот именно все время думал, а ведь никто даже не узнает об этой девочке. Она прикована к кровати, мама все так же будет сидеть, зайдет сын и даже ничего не оценит, потому что она вот такая вот. Мухи тут и уйдет. Вот. И вот так вот оно как бы вот так вот будет. Я не знаю, слушай, я думаю, что Балабанов настолько большой, крутой художник, что, конечно, можно всех по-всякому называть, говорить, что на самом деле табуретка — это Венгрия, но, а то-то это сё-то, ну, я не знаю. Но вот я знаю, что, например, Алексей Юрьевич Герман говорил просто сам про «Хрусталев машину», что сцена с лопатой в этом великом моем любимом фильме это образ изнасилованной страны. Но это довольно достаточный образ в целом, потому что ментально, во всяком случае, да и физически, в том смысле, что просто какое количество крови, можно сказать, действительно абсолютно изнасилованная история все время. Почему? Потому что все время натягивают нас на какие-то подвиги гигантские, на какие-то, значит, на то, что мы что-то такое гигантское значим, что мы ничего, наоборот, не значим, что нам надо то каяться, то, значит, себя дико любить, хвалить и орать, какие мы крутые. То есть все время происходит насилие над просто жизнью. Жить как бы нельзя у нас. У нас надо что-то, что как-то рвать рубаху за то или за сё, или бухать так, чтобы просто не вылезти, или бросать, значит, и идти защищать родину там, и так далее. Хорошо, это плохо, не знаю, но то, что происходит некий постоянный акт вот этого изнасилования, мне кажется, это, ну вот в сфере культуры, которой я занимаюсь, и хоть что-то, может быть, дай бог, в ней понимаю, это точно происходит. Причем абсолютно шведский синдром. А давайте вот еще раз нас. Ну да, ну вот мы, а что? Ну уже все, уже лопата в жопе, чего поделаешь. Ты как-то сформулировал настоящую цель искусства. И сформулировал ее на основе истории от твоего дедушки. Расскажи, пожалуйста, ее. Да, во-первых, дедушки этого нет уже, и нет бабушки. Мой дед был двоюродным братом, или не двоюродным, это «Седьмая вода на киселе» Леонида Минакера. Леонид Минакер — известный советский режиссер, и он двоюродный брат еще Андрея Миронова. Вот, значит, и они в блокаду оба были в доме, в петербургской квартире жили. И дед был 5-летним ребенком голодающим и ел воображаемые крошки со стола. Ну, то есть им покупали кусок, не покупали, им доставался кусок колбасы, там какого-то вот такого размера, мне дед водил, специально показывал, он делился на семью ножом, там, значит, на много частей.
А потом, когда это все съедалось, несколько дней они не ели ничего. Вот в эти несколько дней у него были галлюцинации остатков какого-то там куска хлеба и каких-то, значит, остатков этой колбасы, которые он, воображаемые эти крошки, ел, значит, со стола вот так вот. А их на самом деле там не было. И вот чтобы его отвлечь, 5-летнего ребенка, от этих галлюциногенного этого безумия, Минакер, еще не будучи никаким режиссером, а будучи 7- или 8-летним тоже ребенком, показывал ему театр на столе из каких-то вилок, тряпок, ложек. И там из них изображал какую-то Петрушку, Бабу-Ягу. И дед забывал о голоде на какое-то время и смотрел на этот театр вот таким детским взглядом. Потом, задним числом, уже когда он вырос, он понял, что это вот и есть такое прикладное и реальное предназначение искусства — заставлять человека забыть о голоде. Вот. Или там, например, как я репетирую Венедикта Ерофеева в материале по Ерофееву, не Москва, Петушки, а другом, я не пью, в принципе, никогда. И я подумал, что надо напиться, типа, чтобы сыграть эту роль. У меня была такая ночь, и я, значит, сначала пил в ресторане «Маяк» водку, почему-то с внуком Куклачева, который говорил: я единственный в мире человек, который соединяет балет и кошек. Вот. Полный сюр. Ну, это абсолютно ерофеевская байда. Значит, потом я вышел, купил бутылку водки «Зеленая марка», выпил ее по дороге к Курскому вокзалу, потому что, как ты помнишь, он уезжает с Курского вокзала, сел в электричку на Петушки, но перед электричкой, значит, в урну отливал бомж Серега. И бомж Серега, так сказать, держался за то место, которым отливал. У меня было на донышке еще этого «Зеленой марки». Я говорю... Он протягивает свою руку, значит, берет бутылку, потом хочет мне ее пожать, ну, поблагодарить меня. Я еще как бы сдерживаюсь. Извини, это долговатая история, но она крутая. Потом мы идем на Курский вокзал, заходим, и я его веду в ресторан «Япоша». Заходим мы в «Япошку», охранник нас не пускает, я говорю: это мой дядя. А Серега выглядит как, ну, прям полноценный бомж, вот во всяких лохмотьях, от него дико воняет. Мы выпиваем еще с ним по текиле и садимся в электричку. Выходим на станцию. Там нас станция железнодорожная. Там нас встречает такой чувачок в тапках. Такой типа не бомж, а такой забулдыга. Он как бы в 8 утра, а у меня в 11 репетиция. И я хочу на нее прийти прям готовый. В 8 утра, значит, он ищет собутыльничков, что-то бродит по этой станции. Мы все находим друг друга. Едем на другую станцию. Там у него дом. Подходим к подъезду. Из лифта выходит чувак такой накачанный, значит, у него вот тут вот такая сумочка, знаешь, как была модная, маленькая такая прямо здесь, или барсетка какая-то, и он сразу этого забулдыгу толкает в грудак, такой, типа: где бабки, блядь? Вот. Этот забулдыга начинает убегать вокруг дома, тот за ним, он оббегает дом, забегает в лифт, мы быстро заходим, едем в его квартиру. В квартире он нам рассказывает, что у него жена, по-моему, то ли из Казахстана, то ли из Узбекистана, и она, такая тварь, его затравила совершенно, она из него высасывает все деньги и вообще его унижает, и вот то, когда ее нет, он может выпить вот с такими нормальными чуваками, а по квартире ходит попугай вот такого размера, почему-то по полу просто вот так ходит, как будто он сам набуханный. И мы сидим, пьем какую-то уже паленую страшную водку, которую он достает из холодильника. Потом он засыпает, и Серега засыпает, а я стою у зеркала минут 15 и говорю себе так: Молочников, ты абсолютно ебанат. Потом он просыпается, когда я уже бужу, потому что нам надо ехать, и роняет пальму, которая стоит у него рядом с диваном, а пальма роняет монитор компьютера. Из пальмы, из горшка с землей высыпается так на ковер вся земля, а монитор разбивается об пол. Он на это смотрит, видимо, вспоминая жену-узбечку, и делает так: блядь. И ложится спит дальше. А Серега в этот момент пытается надеть ботинок, который бомж, но он сидит на ящике пластмассовом для стирального белья и пытается надеть ботинок. А я уже с Серегой и поздоровался, и обнялся, и, в принципе, барьер этого брезгливости прошел, но понимаю, что ботинок я не готов ему помогать надевать, потому что, ну, там совсем как бы все жестко. А он так долго это делает, что в какой-то момент он проваливается в этот ящик стиральный, типа вот в такую мизансцену, знаешь, когда, ну, тебя схлопывает, и застревает в нем. Я его пытаюсь вытащить. Потом мы, шатаясь, идем через какой-то переход. Входим в тамбур. Там девочки едут на работу, им слепит солнце, они вот так вот щурятся. А щурятся они на самом деле, потому что Серега очень воняет. А я говорю: что, солнце слепит, да? Поэтому щуритесь. И весь тамбур начинает ржать.
Причем еще что-то я говорил, и я помню, что минут через 10 просто я был как какой-то стендапер, и каждую там на каждую мою фразу весь тамбур реагировал. И потом, когда уже мы сели в вагон, проходил мимо чел такого, знаешь, бывают люди такого красного цвета, у них что-то с кожей, и он, значит, идет, и у него еще севший голос, и он мне говорит: ты не актер случайно? А я там учился на 3-м курсе, то есть он нигде не мог меня видеть. Я говорю: актер. Ты офигительный актер, чувак! И выходит. И дальше мы с Серегой доходим до ГИТИСа, потому что я ему обещал из там захламленных каких-то вещей, значит, дать ему какую-то одежду. Допиваем последний стакан какой-то водки. Я ухожу внутрь, возвращаюсь, а Сереги нет. Ну вот же Россия. Ну как ее не любить, блядь? Когда ты сейчас уезжал, у тебя уже завтра, насколько я понимаю, линейка в Колумбийском. Да. Прям линейка, да? Ну, какой-то там сбор, да, я толком не знаю. Хоть одна мысль, когда ты границу пересекал, возникла у тебя, что в следующий раз ты пересечешь, возможно, не скоро? Ну, она возникала и до этого, когда я уезжал, возникала, знаешь, так романтически скорее. Типа, что вот, а вот интересно, а люди, отъезжающие на философском пароходе в 30-е, они думали о том, что когда-нибудь они вернутся, или они понимали? Да, в 20-е и 30-е, по-моему, тоже в начале 30-х кто-то еще добегал. Понимали ли они, значит, что они не вернутся никогда? Осуждали они всю эту Россию, говорили, что все, значит, она и сдохнет без нас, или они надеялись, что это все ненадолго. Ну, в общем, всякие такие мысли есть. Там, кстати, любимый философ Путина тоже. Бердяев. Да. И многие другие. Удивительно. Да. Загогулина, как кто-нибудь сказал. Ну вот, и вот, как сказал первый президент России. Я думаю, что, да, конечно, такие всякие ассоциации и прочее, они, конечно, возникали, но нет, я не верю в это. Я планирую приехать, если мне... Ну, слушай, чтобы для меня сейчас еще завести там дело или что-то, ну это надо совсем как-то постараться. Но я настолько ни разу не нарушал никакого закона России, я никогда не занимался политикой, ну реально. Ну то есть то, что я ходил на протесты как гражданин страны, это, по-моему, занятие не политикой, а просто единственный возможный вообще способ существования молодого человека в своей любимой стране. Ну ты же понимаешь, что сейчас уголовки заведены в том числе на тех, кто ничего не нарушал. Безусловно, этого много и так далее. Ну, я надеюсь на... Ну, можно тогда, наверное, сказать на чудо, что ничего этого, что до этого не дойдет. Правда, я бесконечно все равно хочу и буду хотеть заниматься в России культурой, какой бы она ни была, в каком бы она ни была состоянии болезни и вообще в каком бы она ни была состоянии. Ну, хотите не за ваши деньги, значит, не за ваши деньги, значит, без денег вообще. Театр на коврике был такой термин у Питера Брука. Постелил коврик, вот тебе и театр. Ну, тоже вариант. Ты говоришь: а не кажется ли тебе, что все плохо, все плохо? Я говорю: блядь, Юр, да, конечно, кажется. Конечно, все плохо, пиздец, ужасно все. Но, ну, а что, закопаться, сдохнуть, что делать? Вот я говорю себе, что планировал поехать поучиться в Колумбийском университете. И иду по плану. И планирую после обучения с офигительными навыками режиссерскими быть нужным и полезным своей любимой стране. Привет, ребята. На днях пришла новость о том, что с 1 сентября в российских школах будет урок разговора о важном. Ты читал? Нет. О том, что, ну, по сути, это уроки политики. Горе о каких-то учениях Канта, я надеюсь. Ну, о важном реально. Да, о Кафке и остальных важных людях, которые описывали действительность в те или иные времена. Я с удовольствием отправлю всех на этот урок. Нет, там будут рассказывать про то, что на Донбассе живут русские люди, которых надо присоединить. Да, про это? Про то, что российская армия в Украине ведет действия, ну, в общем, спасает людей от чудовищного киевского режима. Ну и про то, что наша армия герои. А что, действительно, типа в каждой школе? Я не думаю, что это на все школы распространяется, я бы знал. Общественно-образовательные. Что ты об этом думаешь, как в том числе сын учителя? Ну, что там об этом можно думать? Чудовищно, если это так будет. Сразу начинаешь думать, как бы к этому адаптироваться. Это, наверное, я вот не знаю, тоже хорошее это качество или нет, что мы все время готовы ко всему адаптироваться. Мы типа такие: так, ну ничего страшного, ладно. Были уроки атеизма в советских школах, значит, была история партии. Как-нибудь адаптируемся, те же адаптировались, значит, и мы адаптируемся. Я понимаю, что адекватные родители, как и адекватные родители в советское время, уберегут сознание своих детей от различных уроков. Мой папа приходил в советскую школу, например, в форме, вывернутой наизнанку.
Ну, вернее так, он приходил без формы, его не пустили несколько раз, и он пришел в форме, вывернутый наизнанку. Очень как покладистый комсомолец, но сознательно, значит, не комсомолец, наверное, октябренок он был или комсомолец. А что это символизировало? Ничего это не символизировало, просто вот это был какой-то знак его протеста против того, что он не хотел ходить в этой форме идиотской. По-моему, так ее и не надел. Ну, типа, вызвали родителей в школу, они сказали, там, допустим, хорошо, не наденет. Он опять, в смысле, наденет, он опять не надел. Ну, то есть, мои папины родители, как и мамины родители, мои любимые, привет им большой в Нижний Новгород, всегда, в общем-то, относились, всячески пытались обойти эту жизнь. Читали запрещенную литературу, там, слушали запрещенную музыку. Вот и я теперь на Висборе сижу. Удавалось ли уберечь? Вот в чем вопрос. Что, уберечь сознание? Да, потому Уверен. что А ты уверен? Потому что, учитывая, с каким удовольствием большое количество людей возвращается в совок, не тот ли это пласт, не тот ли это фундамент, который был выложен, засеян как раз на этих Да, конечно, уроках? нет. В смысле, я же сейчас говорю о тех людях, которые уберегали сознание своих детей. Были-то люди, которые, так сказать, их туда пихали. С удовольствием их было наверняка большинство. Вот. Нет ли Пока ощущения, всё что это не тех, стало. кого уберегли, меньшинство? Конечно. Ну, слушай, нормальных чуваков всегда меньшинство, иначе они бы такими не были, наверное. Но мы же все друг друга как находим. И финальное. В чем сила? Блин, оказалось, что гость... Я не видел этот выпуск, но мне сказали, что гость Масяни уже так ответил, как я бы ответил. Нет никакой силы. Нет никакой силы? Нет никакой силы. Сила – это агрессия. Агрессия не ведет ни к чему хорошему. Но я реально считаю, что в чем сила подразумевает, что сила — это круто. Я не понимаю, почему сила должна быть круто. Та сила, с которой я сталкивался, как правило, это было не круто. Если вопрос как бы в чем круть, в свободе.